Ассаламу алейкум, всех приветствую, дорогие друзья. Перед тем, как вы приступите к прослушиванию этого голосового чата, хотел сделать небольшое объявление. Если вы тоже хотите стать участником голосового чата, задать свои вопросы, подискутировать с нами или просто высказать свое мнение, у вас есть такая возможность. Под этим роликом будет ссылка на телеграм-канал Абу Садам Шишани. Переходите по этой ссылке, подписывайтесь на канал и станьте участником следующего голосового чата. Спасибо за внимание. Салам алейкум warahmatullahi wabarakatuh. Добро пожаловать. У нас голосовой чат на русском языке. Чаты записываются, выкладываются, поэтому имейте в виду, если вы вдруг не хотите, чтобы какое-то ваше высказывание было потом выложено, то лучше здесь тогда не высказывайтесь, а лучше напишите тогда на бот или на форму обратной связи. Кто может, кто хочет говорить, заходите по ссылке для спикеров. Она выложена на канале. Кто не хочет, не может, присылайте вопросы на бот обратной связи или на форму обратной связи. Зачитаем, ответим, иншаллах. Ну и поехали. Я вижу, что у нас в чате Турпал Муртазов, это брат Селимхана Муртазова, который застрял в аэропорту Астаны. Турпал, есть какие-нибудь изменения в его деле? Какие-нибудь подвижки? Ассаламу алейкум, салам алейкум, в том, что на данный момент изменения есть, но позитивных очень мало. То, что много людей подключаются, и от того, что это получило большую огласку, мы получили немножко, так сказать, облегчило его состояние, его ситуацию там на месте в транзитной зоне, а так пока что особых изменений нет, к сожалению. То есть, получается, статус у него прежний, его также не запускают, он находится там же, просто условия у него там чуть получше стали, да? Да, то есть поддержка, помощь, там это казахи, очень много казахов там помогают. А так есть негативные моменты, то, что Цейрниш пытаются, по ходу они пытаются тихо его как-то оттуда домой вернуть. Такая информация до нас доходит. Вот так вот. И это прошение об убежище у него все так же не принимают? Нет, не принимают. Последнее, это Генпрокуратура тоже ему отказала. Да, это тяжелая ситуация. А есть обоснование, почему не принимается, в связи с чем? Они говорят, что формально он не находится на территории Казахстана, типа. Да, и плюс они в письме указывают, то есть у них есть такая возможность не объяснять причину и просто называют угрозы национальной безопасности. Слухази? Хорошо. Хорошо. Я думал, завис у меня. Так, у нас тут пройдемся по вопросам. Ты видел истории Стрингиза и Кригера? Это так нелепо выглядит, они пытаются этим показать, что ты врешь, хотя ты ничего не утверждал. Это вообще интересная тема с этими их высказываниями. Я даже для себя это сохранил, и я предлагаю, давайте, наверное, я сейчас попробую это продемонстрировать для тех, кто не видел, чтобы вы полностью могли эту тему оценить, а потом я это уже прокомментирую. Вы знаете, как понять, что блогер Абдурахманов врет? Это несложно. Если он открывает рот, он врет. Вот буквально вчера или позавчера он закинул видео, что Ноха Кригер приехал в Чеченскую Республику, что это факт. Но факт, что он находится в России, уже из Грозного он закинул сторис, значит, он уже добрался и до Чечни. Но в Инстаграме, например, есть вот это видео, которое снято буквально вчера, и на котором видно, что Ноха Кригер находится в Германии.
Сегодня встретил много кригеров. По те вопросы, которые вы мне задавали, я сейчас задам. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас депортировали или нет? Самый важный вопрос, который людей интересует. Меня не депортировали, как Нет. вы видите, я Нет, здесь да? нахожусь, да. Может, вы были в России, потом обратно приехали, или вообще вы не выезжали еще? Я не уезжал никуда, это были старые ролики, так как началась вот эта интрига, связанная с этим роликом, который был еще в ноябре снят. Кто-то закинул, умудрился написать туда, якобы меня депортировали, но меня не депортировали. В Чеченскую республику он не приезжал, в Москву он не приезжал. Абдурахманов, ты просто болтун, ты пустослов, и ты не отвечаешь за свои слова. Так, значит, вы помните, да, предысторию? Там Кригер публиковал сторис, какие-то публикации делал у себя в Инстаграме, показывая, что он находится в Москве. А, И я в своем эфире сказал, что человек как бы в Москве, он уехал в Россию, мы не знаем, его отправили, или он сам уехал, там вынудили, типа, или он уехал и вернется, пока непонятно, но вот он из России сейчас записывает свои ролики, и уже даже до Чечни добрался, потому что он закидывал из Грозного якобы сторис. И вот после этого он, значит, внезапно объявляется в Германии, начинает записывать какие-то интервью, давать там что-то сторисы публиковать, что меня никуда не депортировали, я никуда не ездил, я здесь нахожусь и так далее. И эту тему комментирует у себя Чингиз Ахмадов, он выкладывает такое короткое видео. Так вы слышали, да, он говорит, как понять, что Абдурахманов врет. И далее он говорит, приводит мою цитату, где я говорю, факт, что он уже в Чечне, он оттуда закинул сторис. То есть я ссылаюсь на самого этого Кригера, я не говорю, что я его там видел, что я это утверждаю, потому что он это скрывает, а я вот типа вам утверждаю. То есть я ссылаюсь на публикации самого Кригера. Даже если бы сам Кригер, например, сказал бы, нет, ничего подобного не было, но все равно это было бы не враньем. Даже в этой ситуации нельзя было бы сказать, что я вру. Потому что ссылка, можно было бы сказать, что я ошибся. Но я здесь даже не ошибся, потому что дальше смотрите, что сам Кригер говорит. Он потом записывает. Он, кстати, вот это вот видео Чингиза он выкладывает у себя в сторис, и потом закидывает на русском и на чеченском обращение делает. А теперь давайте послушаем, что он говорит. Всех приветствую, всем мира и добра. В последнее время, когда мне много людей пишут, также хотелось бы сказать, ежели Масага Салам Маршал Ушев, что чему-то авиствовал, просто слушай, я всегда хочу еще ролик, что пусть депортированный с агентом, кучу видео. И зажимался, что пусть вчера и поддержать, да, подыграли мы немного для них эти реакции. То есть он здесь говорит, были какие-то публикации, и мы специально, говорит, им подыграли, чтобы посмотреть на их реакцию. То есть здесь даже нельзя это ошибкой назвать, потому что это получается Кригер, он наврал, он соврал, и я просто повелся. Получается, они могли бы сказать, что они меня обманули. Вот мы Тумсо там обманули, ха-ха-ха. Но точно нельзя сказать, что Тумсо наврал. Если тут кто и врал, то это Кригер врал. А я просто на его публикации просто ссылался на его публикации и как бы сказал, ну вот человек говорит, что он в Москве, что он в Грозном, ну, значит, он в Москве, в Грозном. Да, у нас же нет повода ему как бы не верить. Я так думал. Оказывается, был повод ему не верить. Короче, очередной раз, Чингис, ты облажался, поспешив по-быстрому записать видео. Тебе надо было немножко хотя бы слушаться в то, что говорит сам этот Кригер, посмотреть его сторисы, а потом уже записывать это видео. Если бы ты там сказал бы, потроллил бы меня, да, типа, вот, ты повелся, мы тебя обманули, ладно, я бы признал, сказал бы, окей. Хотя не знаю, что в этом, какой в этом был смысл, как бы, чего вы этим добились. А тут ты, получается, обвинил во лжи и сам облажался. Добрый вечер. Слышно меня? Да, добрый, слышно.
Люди, которые наблюдали за ситуацией еще несколько лет назад, даже не имеющие отношения непосредственно и к Чечне, как, например, я, даже мы знаем, что значит, триггером для назначения Чингиза Ахмадова на ту должность, на которой он сейчас находится, директор, насколько я понимаю, да, телеканала государственного, ну, являлся ты, Тумсо. Поэтому мне кажется, что с такой же легкостью, как ты его туда назначил, ты же можешь его оттуда и убрать. Просто для этого нужно, насколько я также понимаю, это очень просто у тебя получилось его туда назначить с помощью того, что ты его распиарил, так скажем, да. Также, наверное, пару раз его похвалив в определенных ситуациях, ты можешь посодействовать тому, что его также с твоей помощью и снимут с этой должности. Да, ну Чингис такой не вопрос, а брал нужно ли его тогда. снимать? По-моему, он там очень даже хорошо на этом месте находится, на этой позиции, потому что очень много лаж бывает от него. А иногда даже создается такое впечатление, что он такой наш засланный агент. Он иногда может и завуалированно раскритиковать Кадырова, делая вид, что он кого-то другого критикует, нас типа критикует, но по сути говорит о Кадырове, какие-то его поступки э, приводит, пристыдить его может, не называя, разумеется, имени, поэтому в целом, мне кажется, надо подумать, стоит ли нам его оттуда убирать. Да, Это же верно, верно. И такой вот вопрос у меня к тебе, Томсо. Было пару лет назад, может быть, чуть раньше, такой был момент, когда он такой чуть из кожи вон вылазит с таким лицом, и слезы у него с глаз текут, и говорит, что он готов сегодня именно почему-то что-то такое случилось, что он сегодня, или с сегодняшнего дня он готов жизнь отдать ради Шаха и так далее. И вот как ты думаешь, что вот в тот день случилось? И потом я свое мнение скажу. Это сейчас про кого речь? Про Ахмадова Чингиза или про Кадырова? Да-да-да, про него же, да, про Чингиза Ахмадова. Помнишь вот ту ситуацию, когда он так и слезами на глазах такой вот, не знаю, вот вылазит из кожи вон и говорит, я за него отдам жизнь, там по-чеченски говорит. Вот что, по-твоему, вот в этот день случилось, почему вот он в день так решился вот так, с такой речью выступить? Слушай, я не помню эту речь. Не припоминаю. Så vi visar Urobo видео местом YouTube табелгаин. Как-то Ну, Кажется, я это видел речь, что прямо. оно было снято на мероприятии у них. Они в Биное какое-то мероприятие проводили. да-да, он идет и так снимает, да. А, нет, тогда это не это, потому что там он сидит. Он сидит и снимает себя. Короче, не знаю. Видимо, мы про разные видео говорим. Да, было такое видео, я даже помню, что в одном из эфиров, возможно, даже ты его комментировал, и у меня создалось такое впечатление, что в этот день ему подарили большую сумму денег. Может быть. Ну, как большая сумма это. Да, я не знаю, для него, наверное, какая вообще сумма для него будет большой. Не факт, что она реально была большой. Ну, допустим, такую новенькую пачку запрессованную или несколько таких. Вот тут есть версия, что было посвящение на путь Ахмата Кадырова в этот день. Тоже не исключено. А как они на путь Ахмата посвящают, нам рассказал как-то Саид Хусейн Магомадов, который сейчас пропал, кстати. Там очень, говорят, такой специфический обряд посвящения. Не все его выдерживают. На опубликованном Кадыровым корявом видео с якобы Адамом ты склонен верить, что это Адам или нет? Твое мнение? Ну, я думаю, что да, это, наверное, Кадыров. Ну, просто немножко парень похудел, а то и понятно, он почти месяц где-то, видимо, лежал, лечился, говорят, там с челюстью какие-то проблемы, значит, нормально не питался, поэтому, ну, скинул вес. к слову о ситуации
Кригера и Стрингиза. Это же у них такая многоходовочка в стиле «сама придумала, сама обиделась», по сути. Да, самое интересное, что это вообще как-то странно было подано. То ли он до конца не разобрался в этой теме, поспешил записать видео, то ли он знал и все равно решил это. В общем, я не понял, что это было. Один явно сам признает, что он как бы наврал. Получается, обманул людей, сделал вид, что он уехал. А этот выдает это за такую информацию, как будто бы это я всем сказал, что он уехал от себя. Ну, в общем, какая-то глупость получилась. Ну так, если было недопонимание, он бы не выставил вот это видео в стиле «переиграл и уничтожил» с проверками там. Что за народ? Просто человек, то ли он не до конца вообще догоняет, что такое ложь. Видимо, в его понимании любая, то есть даже когда человек ошибается, в его понимании это ложь. Когда его обманывают, тоже это получается. Тот, кого обманули, он типа врет. Может быть, просто, я не знаю, в гугле забить, что такое ложь, определение посмотреть. Хотя Чингиз Ахмадов не понаслышке знает, что такое ложь. Он очень хорошо, на самом деле, в этом разбирается. Причем еще задолго до того, как он стал пропагандистом. Он тогда признавался, что врать – это его необходимость жизненная. Есть такое Да, видео. это же интервью у него, да? Да, я же там вру каждый день, или как у него там было. Ну Это да, на он это говорит. собеседование перед приемом, когда его, видимо, принимали журналистом на ЧКТРК. На этом собеседовании, видимо, это собеседование было записано. И он говорит, что да, врать это необходимость. Если я начну здесь работать, то, конечно же, я буду постоянно врать. Потому что это Да, это, видимо, неотъемлемая часть такой нашей профессии, говорит. у HR ЧГТРК грязный, это, видимо, такой важный пункт. Если на этот вопрос люди отвечают неправильно, их не берут на работу. А если они говорят, да, конечно, я и врал, и вру, и готов дальше врать, это жизненная необходимость, никаких проблем. Вы нам подходите, добро пожаловать. Это как в анекдоте про еврея, который бухгалтером устраивался. Его спросили 2 плюс 2. Он говорит, а сколько нужно? Да. Так, сюда писать, да, сюда можно писать, на бот. Пишите, зачитаем. Ты получил мое письмо? Интересный вопрос. Получил ли я твое письмо? Если ты как-то объяснишь, что это за письмо, куда ты его отправлял? Оно обычной почтой должно было прийти или куда? На e-mail, на бот. Где мне его найти? Я отвечу тебе на твой вопрос тогда. Обычной почтой Кстати, точно не получал, сразу скажу. Да, говори. кстати, у Стрингиза же еще одна есть кличка. Иллюзионист. Мы о ней почему-то забыли. Нет, я не забыл, я, в принципе, ее использую часто. Это не еще, это его как бы главная кличка, прозвище его, так как он вел передачу под названием «Иллюзия». Отсюда у него его прозвали иллюзионистом в народе. Ну что, раз Чингиз так внимательно слушает тебя, наблюдает, то лучше бы он прокомментировал слова Алаудинова о чеченских женщинах, ведь ты неоднократно требовал от представителей власти в Чечне, в том числе и самого Чингиза, прокомментировать эти слова. Совершенно верно. И причем и в этом же эфире, из которого они вырезали мы эти слова, в этом же эфире мы очередной раз ему об этом напоминаем. Но они продолжают хранить молчание. Набрали в рот воды, ни один по этому поводу не высказывается. А я вам говорил, ребята, если вы свою позицию не обозначаете, значит, это тоже обозначение позиции. Молчание – это тоже обозначение позиции. Это знак согласия. Значит, вы не против того, чтобы к вам православные русские ребята по-нормальному приходили
чтобы посвататься к вашим женщинам, женщинам из ваших семей, вашим дочерям, сестрам. Только так, иначе это трактовать невозможно, имейте в виду. По-нормальному это, наверное, с баяном. Ну, видимо, да, это, скорее всего, с каким-то там представителем РПЦ, настоятелем местного храма, например. Родственники жениха Ну, с балалайкой. после последней этой разлуки Алаудинова с РПЦ, я думаю, теперь отношения уже будут немножко напряженные. Это то, что его еретиком обозначили. Да. Это напоминает сцену из «Брата 2», где он говорит: «Не брат ты мне». Говоря об этой известной сцене из фильма, это, наверное, одна из любимых сцен для русского зрителя. Они обожают этот фильм, в том числе благодаря этой сцене, когда явно там люди из Кавказа, и им вот говорит этот главный герой такую фразу. У них такое Да-да, отношение было и остается. Да? да-да, Они когда как главный вцепились герой, в этот нас русский всех. парень. Да, там главный герой, русский парень, он говорит лицу кавказской национальности: «Не брат ты мне, гнида черноокая». Ему бы не отстать от нас, не пойму. Томсон, что там по ПАСЕ? Кутаев уже выступал. Я не знаю, я не видел каких-то выступлений Кутаева. Они какое-то общее заявление приняли. Была новость о том, что 14 из 15 человек подписали это общее, ну, типа такая общая декларация. Не подписала только Любовь Соболь, кажется, они сказали. Или, или Любовь Соболь, или Толоконникова, я сейчас не помню. Ну, короче, по-моему, Любовь Соболь не подписала. Что означает, что Кутаев тоже, значит, подписал это общее. Ну, там в целом было про Украину в основном. Что вот там Россия напала, что там Украина территориальная целостность, Крым, так, вообще такие тезисные такие темы были. Вот. Больше я ничего не слышал. Да и в целом эта сессия ПАСЕ, она уже прошла, зимняя. Они же только в течение недели ее проводят. И они 4 раза в год только там встречаются. А вот в конце января, по-моему, была зимняя, и следующая весенняя будет в апреле. И вот будет неделя. Из этой недели это 5 дней. Но по факту там говорят, даже из этих 5 дней только 3 реально они работают. Понедельник, вторник, среда, в четверг они типа уже там, ну, короче, большинства там уже нет. А в пятницу все разъезжаются. Поэтому, ну, видимо, к следующей этой сессии, скорее всего, они там что-то, наверное, попытаются сделать. Вот. А так больше никаких, как бы, я не видел телодвижений в той стороне. Как ты считаешь, Томсо, насколько целесообразно те же встречи с этой группой с целью переговоров по поводу того, что в будущем неминуем, в общем, определенные изменения, да, в стране, в Российской Федерации, и о мирном расставании, так скажем, с Чечней и с другими регионами, которые вот этого. Начало вопроса не было слышно. С кем встреча? Повтори, пожалуйста. С представителями в ПАСЕ, вот этими новой группой. А ты имеешь в виду нам с ними встречаться, типа, есть ли смысл? Да, чтобы вот обсудить все вопросы мирного расставания в будущем. Я не вижу никакого смысла нам с ними, как бы, ну, не то, что я против взаимодействия с какими-то отдельными лицами оттуда. У меня как бы есть какие-то, ну, допустим, тоже Любовь Соболь, есть контакт. Но надо понимать, что они не являются там делегатами, они не могут какие-то вопросы решать. Они сами являются там на непонятных таких правах.
Они даже постоянных пропусков туда не имеют, они должны их себе делать. Так как они... Вообще надо понимать, что ПАСЕ – это национальные депутаты из своих стран. То есть это приезжают депутаты, которые из своих парламентов, там во Франции, в Литве, в Польше, которые работают в местных парламентах, вот эти избранные народом депутаты, они один раз, точнее 4 раза в год, они вот съезжаются все туда, и там, значит, по сути, просто встречаются, о чем-то говорят, там, переговариваются, такие вот, такая работа. А эта российская демократическая как бы группа, они не имеют этого статуса делегатов, они не являются депутатами, они вообще там в таком непонятном статусе находятся. Поэтому с ними встречаться, о чем-то говорить, я какого-то смысла в этом не вижу. Это скорее они заинтересованы в том, чтобы там с депутатами встречаться и какие-то вопросы лоббировать. Насколько я понимаю, они приглашены там как будущее, как бы, возможное правительство России. Поэтому, возможно, будет интересно с ними поговорить по этому поводу, что они думают насчет независимости Чечни. А и нет в этом смысла, потому что мы и так знаем, что они об этом думают. Например, тот же Ходорковский, он же не скрывает, что он думает о независимости Чечни. Вот, кстати, Ходорковский, да, это известный факт, но если отталкиваться от того, что изменения в стране неминуемы, и, скорее всего, это произойдет в ближайшие годы, и, возможно, на них сделается ставка не зря, потому что, возможно, демократические силы заменят, в общем, правительство в России вследствие определенных процессов, которые происходят, да, и в итоге определенных процессов. Вот в этом случае целесообразно ли вести переговоры с ними по этому поводу, потому что человеку свойственно менять мнение, да, и тот же Ходорковский, может быть, если вся остальная группа будет другого мнения, может быть, и он будет склонен к тому, чтобы изменить свое мнение по поводу Чечни. Ну, может быть, не знаю. Я знаю, что он пока свое мнение не менял, он очень твердо на этом стоит. И нет никаких предпосылок к тому, что он собирается это мнение менять. Другой участник, Гарри Каспаров, он более такой, менее империалистичный, так сказать. То есть он высказывался неоднократно о том, что Чечня как бы независимость ок. Там есть также отдельные лица, с которыми вообще нет смысла о чем-либо политическом разговаривать. Например, с той же Толоконниковой, что там, о чем с ней говорить, о какой как бы независимости. В общем, не знаю, как я сказал, с отдельными лицами там контакт есть, но я не думаю, что стоит воспринимать этих 15 человек как потенциальное будущее правительство России. Так как там люди, ну, очень по очень странному принципу выбранные президентом ПАСЕ из, видимо, его личных каких-то соображений. А эти его соображения, они едва ли отображают поддержку россиян. И в этом плане, мне кажется, там собрались не те люди, которые пользуются массовой поддержкой россиян. Я бы сказал о том, что, знаешь, что когда большевики собирались во Франции, в свое время в Финляндии, и в других странах Европы, как раз с похожими миссиями, с похожими целями, с похожей поддержкой, тогда тоже мало кто рассчитывал на то, что эти люди в скором будущем станут руководителями страны, и империя распадется. Но это случилось, а история, как мы знаем, истории свойственно повторяться. Ну, не согласен, потому что там-то как раз-таки большевики пользовались поддержкой. А здесь, ну, я не думаю, что эта делегация пользуется поддержкой россиян, я имею в виду.
Даже не то, что россиян, живущих в России, даже россиян, живущих за рубежом, даже те, кто являются там антипутинскими, даже их поддержкой там вряд ли они пользуются. Ну да, мы отталкиваемся от сегодняшних реалий, когда политическое поле зачищено, и у оппозиции нету никаких возможностей для предоставления своих каких-то соображений, своей программы, принимать участие в выборах, свободно вести оппозиционную деятельность и так далее. В этих условиях, естественно, у них нет поддержки. А если эти условия появятся, тогда появится поддержка, мое мнение. Так, тут вопросы к нам поступили. Ты читал новость от «Новой газеты», мол, Адам Шахзаде может остаться слепым на один глаз? Да, я это читал, но я не могу это никак не подтвердить, не опровергнуть. У Так, меня вопрос. У меня вопрос. На какой? На какой глаз? не знаю. Тумсо, жизнь интересная шутка. Я когда-то, будучи лейтенантом в армии России, смотрел видео с участием Джамбетова на Украине и завидовал ему белой завистью, так как он не находился в армии оккупантов и агрессора. А сейчас все наоборот. Я дезертировал и нахожусь в Европе, а этот клоун находится в пасти крокодила. Единственное, о чем я сейчас жалею, это то, что я тоскую по нашей родине, но я надеюсь, что мы освободим Кавказ и вернемся в свой край, иншаллах. Иншаллах. Был один тип, бывший префект села Валерик, как-то раз попал в немилость Кадырова и был отправлен в Украину, и там попал в плен. Есть 2-3 видео. При задержании он говорит: вы красавцы, украинцы, бла-бла. Потом на интервью: вы молодцы, вы защищаете свою родину. А нас насильно отправляют к нам тоже русские войной, и много чего сказал. Вот сейчас недавно был обмен, этот тип в их числе, и первым начал кричать: Ахмат, сила, Россия, мощь. Как ты думаешь, ему простят то, что он говорил в плену? Да, я думаю, ему это простят, но только с условием, что он обратно на передовую отправится. И там Бог простит, как говорит. Я думаю, шансов у него нет жить спокойно в республике. И, скорее всего, скажут: давай, что ты там болтал, теперь кровью своей будешь это исправлять. Да и вообще все они, я думаю, снова окажутся на передовой. Насчет Дустумчика, который закинул Рамзан, у меня почему-то до сих пор сомнение, что это он. Да, похож даже очень, но все же странно все это выглядело. Ты как думаешь? Ну, ребят, не знаю, я свое мнение сказал. Мне тут добавить нечего. Тех, кого обменяли, держат в Москве и жестко спрашивают за все. Дали позвонить родным и все. Ну, это, видимо, начало пути обратно на фронт. Я не думаю, что им дадут просто спокойно вернуться домой и жить. Ты такую историю слышал? До Первой войны в Грозненском суде 3 брата и отец и дядя вытащили прямо с заседания суда своего сына, которого хотели посадить. Они с оружием захватили всех там. Всегда мой отец рассказывал мне эту историю. Ты слышал о таком? Если слышал, расскажи об этом, Баркала. Нет, я не слышал об этом. Пацан пережил 2 аварии. Сперва ему въехали зад 2 внедорожника, ну и сейчас тоже сделал аварию. Не, неправильно, там то, что взад ехали, это спортивные были спорткары, 2 спорткара. Тумсо, ты когда-нибудь комментировал теракт 11 сентября в Америке? Интересно твое мнение, могла ли Америка сделать это сама, как, допустим, в РФ и ФСБ взрывали дома, чтобы был предлог напасть на Чечню? И главный вопрос, почему, когда первый самолет влетел в первое здание, они не стали эвакуировать соседние здания и тем самым позволили стольким людям погибнуть? Может, не в тему вопрос, просто недавно попалось видео на эту тему. Ой, мы это не то, что комментировали, мы это очень подробно спорили, так что мы не будем к этому возвращаться. Мое мнение, я, конечно, не верю в эту теорию заговора, потому что все это все-таки происходило на глазах всего мира в прямом эфире, поэтому я не склонен доверять этой версии. Но подробно это обсуждать сейчас нет желания. Кстати, еще одна тема. Сегодня годовщина смерти Зелимхана Гендербиева, так помилует его Аллах. В Катаре он был взорван
13 февраля 2004 года. И вместе с сыном, он был взорван после того, как он вышел из мечети с пятничной молитвы, это была пятница. Вместе с сыном они помолились, значит, вышел, сел в машину, сын был за рулем, Зелимхан сидел рядом. Оказалось, что пока они молились, машина пока была припаркована перед мечетью, ее заминировали сотрудники ФСБ. И, в общем, когда Зелимхан и сын сели в машину и отъехали от мечети, те привели в действие взрывное устройство. Их не остановило то, что в машине был сын Зелимхана. Но, к счастью, сын выжил, получил ранение, но остался жив. Он уже взрослый парень сейчас. А Зелимхан стал шахидом, иншаллах. Помилуйте его Всевышний Аллах. Зелимхан был вторым президентом свободной Чечении. Он вступил в должность после смерти шахады Шахара Дудаева. Да помилует их Всевышний Аллах. А на момент своего убийства он уже не был уже президентом, потому что тогда президентом был Аслан Масхадов. А Зелимхан Яндербиев был в качестве посла, спецпредставителя, находился в Катаре. До этого он еще до войны был отправлен с дипломатической миссией в Афганистан. Он успешно выполнил свою миссию в Афганистане. На тот момент тоже была власть талибов, и талибы предоставили бывшее здание посольства СССР, предоставили это здание нам, и Яндербиев был в этом здании. Но потом Россия пролоббировала вопрос Яндербиева. Против Яндербиева внесли санкции, его объявили террористом, по-моему, по линии ООН. И, в общем, ему пришлось уезжать из Афганистана. Ну, потом уже и война в самом Афганистане началась. В итоге Зелимхан прибыл в Катар. В Катаре он выполнял важную миссию, собирал деньги на оказание помощи нашим военным. И в 2004 году, в общем, он был убит. К сожалению, его убийцы затем были выданы России. Семья Зелимхана получила гражданство в Катаре, они до сих пор проживают там. Ну и похоронен Зелимхан тоже был в Катаре. Зелимхан написал несколько книг. Одна из самых известных его книг – это Чечения. Чечения, забыл дальше, сейчас, минутку, загуглю. Битва за свободу, ясно? Да, «Битва за свободу», точно, Чечения, «Битва за свободу». Такой самый, наверное, известный труд. Это даже, это не художественная какая-то такая литература, там скорее это как мемуары, то есть эту книгу можно использовать как историю становления нашей страны. Ну и в целом он остался в истории, в памяти, как очень достойный человек. Постараюсь максимально кратко объяснить ситуацию. Недавно общались с админом одного из крупных исламских каналов. Он там утверждал, что критика Рашки, сидя за границей, надо делать по-другому. Дескать, в той форме, которой это делается на данный ихванами и крайними националистами, это неправильно, ибо вы подставляете Ахлю-Сунна в Рашке. И что государство не воспринимает салафитов как угрозу сами по себе, но так как эти ихваны, называя себя салафитами, из-за границы говорят, что Рашка оккупант, что она убила огромное количество мусульман и так далее, они воспринимают всех салафитов как угрозу, ибо не различают ихванов от салафитов. Что я могу по этому поводу сказать? Пусть этот админ известного канала
делает это так, как считает нужным. Как вот, ну, у него, наверное, есть вариант, как нужно правильно критиковать, как с ней нужно бороться. Пусть он борется тогда, как надо. Остальные возьмут пример с него, если его борьба будет успешной, правильной. Другие как бы с него пример тогда возьмут. Просто я не совсем понимаю, это, по-моему, ко мне не относится, я себя салафитом не называю, никого не подставляю, максимально как бы корректно веду свою деятельность. Если там есть такие, как он говорит, ихваны, которые называют себя салафитами и что-то там говорят, и они тем самым подставляют, ну вот этот брат может как альтернативу показать свою версию, как нужно бороться и достигнуть успеха в этой борьбе. Остальные, значит, возьмут с него пример. Обычно так это делается, а не просто так. Вы все делаете неправильно, я знаю, как делать, но я вам не скажу. Тогда это получается просто какая-то необоснованная критика. Ассаламу алейкум. Тумсо, я помню, ты говорил, что люди, которые служат ФСБ, вам не братья. То же самое касается тех, кто служил в органах СССР или нет? КГБшники и так далее. Или в армии СССР. Если они перешли, то есть, например, Джахар Дудаев служил в армии, Аслан Масхадов служил в армии, но они, когда пришло время, они встали на сторону своего народа и погибли, отстаивая эти интересы. То есть к таким людям нет никаких претензий. А если, например, кто-то служил в российской армии, там, в КГБ или еще где-то в советском МВД, допустим, и когда СССР рухнул, то они свою службу просто продолжили в российских уже тех же структурах, то к ним, да, такое же отношение, как и к сегодняшним предателям. То есть, если режим изменится и ФСБшник перейдет на сторону своего народа, то это окей. Конечно. Welcome, милости просим. Ну, туда пришел Масхадов, пришел Яндарби, все они пришли не когда режим сменился, а они как раз и меняли режим вообще-то. Они же не пришли, вот, готово, все, тут ясно, все понятно, надо, короче, перебежать срочно. Ну, СССР рухнул, это уже перемена режима. Дульдунг звучит как детская кличка Чингиза. Действительно, звучит смешно, но ситуация с Дульдунгом на самом деле не смешная. Хотя в целом Дульдунг это, конечно, лучше, чем депортация. А Чингис комментарий не дал по поводу того, что он как бы был причиной того, что Кригера начали преследовать, или он тихо промолчал про это? Ни слова не сказал. Действительно, он же вообще стал причиной того, что мы обратили внимание на этого Кригера. Ни слова не сказал. Как ты думаешь, Кадыров и его окружение понимают, что делают? Не потеряли ли они связь с реальностью? Они ведь на полном серьезе думают, что мы хавариджи. И это касается не только Чечни, все эти мусора в других республиках. Слушай, наверное, оценивать там их искренность заблуждения – это не наша задача. Возможно, среди них есть те, кто реально в это верит. Но я думаю, уверен, что это точно не Кадыров и не эти же муллы, дающие эти фетвы. Они-то прекрасно знают, что никакие там мы не хавариджи. И Кадыров прекрасно это знает, потому что Кадыров... Там ведь не так это работает, что они дают фетвы, вот эти работники муфтиятов, и их фетвам следует Кадыров. Там же обратный процесс. Кадыров дает установку, под которую должны давать фетвы. А когда мы говорим, Кадыров дает установку, это имеется в виду Кремль дает. Кремль говорит, вот так вот этих назовите. Как хотите назовите, может, Кремль не говорит хариджитами, но он говорит, вот эти, это как бы на утилизацию должны идти.
Как вы это там у себя обоснуете, как вы их назовете, нам плевать. Вот для нас террористы, а там религиозно, какую хотите обертку это засовывать. И они дальше уже под эти нужды начинают штамповать идеологию, подгонять под это религиозные тексты. Поэтому это не исключает, что среди них там, недалекие люди какие-то, может, есть на каких-то уровнях, и они реально в это верят. Но та верхушка, они-то прекрасно знают, что это все ими же выработанное какое-то подобие идеологии. То есть им же нужно чем-то вскармливать этих людей, говорить, что вот вы, допустим, представьте, насколько нужно переступить через все, чтобы объявить войну в Украине джихадом. Вот. А понятно же, что это такая установка. Как хотите, это объясняйте, что хотите, говорите, но туда должно отправиться пушечное мясо. Вот такая установка с Кремля пришла. И все, далее этот Салах Межиев, например, он не сам сидел дома и решил, давай-ка я объявлю там джихад. Или же он лежал, значит, и размышлял, так, интересно, вот с религиозной точки зрения, что происходит в Украине, так, а ну-ка давай возьмем вот Фатх аль-Бари, там здесь, значит, Сахих аль-Бухари, тексты, так, Коран, здесь вот тафсир почитал, и, значит, принял, вот ты смотри, вот здесь сказано, вот под этот текст подходит, выходит, это вот священная война. Он же не так к этому пришел. Понятно же, что там ему позвонил Кадыров или сказал, давай, ну-ка, иди сюда, надо объявить это джихадом. И все, тот взял под козырек, сказал, есть, и пошел, значит, выдал эту фетву. Поэтому они-то прекрасно все это понимают, у них нет никакой убежденности, я уверен. А вот какие-то там простолюдины в своей массе, они, может быть, да, действительно в это верят. Как думаешь, Рамзан делает намаз? Я знаю, что от его намаза нет смысла, но все же. Но он показывает периодически, что он молится. Я не знаю, 5 раз ли он это делает, в свое отведенное время ли он это делает. Но демонстративно он это делает. Все, что Вот то, что нет смысла в его намазе с точки зрения религии, не думаешь, неправильное утверждение? Нет, не думаю. Наоборот, считаю, что это абсолютно верное утверждение. Абсолютно нет никакого смысла ни в его намазах, ни в его посте, ни в закате, ни в хаджи, ни в умре. Так как у него главное, первый столб ислама, он у него нарушен. Это единобожие. Шахада, он ее нарушил. Человек, который борется с исламом. После интервью Басаева Бабицкому его в одной передаче упрекает в сокрытии местоположения боевиков Ахмад Хаджи Кадыров. Это получается, тогда журналистика была свободная и совсем другого уровня, что даже такие, как Бабицкий, могли встречаться и не раскрывать информацию про боевиков. Не по теме, конечно, кстати, с Яндарбиевым это сработало наоборот. Не, Бабицкий и не мог бы раскрыть местоположение. Ну, ты ведь не думаешь, что он знал, где находится база, что его туда, что он сам туда приходил там по карте, конечно, нет. Такие встречи организовывались, человека где-то назначали встречу, он туда приходил, а дальше уже все, он не знал, куда его везут, то есть завязывались глаза, человека доставляли уже непосредственно на базу, он открывал глаза уже где-то в лесу, на базе, и все, берет интервью, потом также уходит. А так, если, ну, было бы очень наивно полагать, что там Бабицкий был настолько доверенным человеком, что он знал, где находится база, на которой находится Шамиль Басаев, Дока Умаров, там другие наши муджахиды. Очень интересно, о чем Кадыров может жалеть, о каких своих поступках. Все же мы перед сном рефлексируем, можем жалеть, что кому-то нагрубили, кого-то как-то обманули, не помогли и тому подобное.
А о чем может жалеть такой человек, как он? Столько ужасных вещей он сделал. И как он спит вообще после этого? Понятия не имею, и, честно говоря, я как-то об этом не думаю. По поводу Кадырова согласен, но в конечном итоге хукм Аллаха мы не знаем, тем более Рахман и Рахим. Нет, почему? Мы знаем. Нам же это сообщено, что, допустим, мы же знаем, что Нет, от по намазов умолчанию. Папы Римского ему никакой пользы не будет. Мы же это знаем. То есть, А если если человек... Папа Римский при смерти покается или что-то, мы Это же не другое. То знаем. есть, мы же не говорим о мертвом человеке. Ты же говоришь о живом. То есть, когда человек уже мертв, о нем мы не говорим. Мы не говорим такой-то в аду, если нам не сообщил, конечно, Аллах об этом. Как, например, про Абу Джахаля, там, Абу Ляхаба. Тут мы знаем, что они в аду. Потому что нам сообщил об этом Аллах, нам сообщил об этом посланник Аллаха, ему и благословение Аллаха. А вот про тех, про кого нам не сообщили, мы не знаем. И тут мы не утверждаем ничего. Мы не говорим, допустим, что Гитлер в аду, там, Сталин в аду. Мы не знаем. Но по поводу живых людей, не являющихся сегодня мусульманами, мы можем точно говорить, что никакие их иные действия, связанные с исламом, с обрядами ислама, не принесут им никакой пользы, если они не вошли в ислам, если они не являются мусульманами. В этом нет проблем. Это говорит сам Аллах, это говорит наша религия. Мне кажется, в подобных вопросах очень тяжело многим людям занять какую-то золотую середину. Кто-то уходит в чрезмерство, а кто-то, наоборот, начинает не добирать в этих вопросах. Помню, по-моему, у Муцараева была песня или притча у кого-то, когда грешник умер, и его пророк сказал не хоронить его. Потом ангел пришел к пророку, сказал, он покаялся, его как бы простили, и сам пророк его похоронил с почестями. Кадыров не только грешен, Мне кажется, вероотступник. это самая крутая ссылка, когда говоришь, у Муцараева была песня. Не знаю, по-моему, это притча. Кто сказал, просто Я помню историю. знаю, я, конечно, знаю эту песню, но это про царя Соломона. А, Да, но просто это смешно, когда мы о религии, как бы говоря, мы ссылаемся на песню Музараева. Ну, это очень сомнительный источник. Не царь Соломон был. Да, но мораль правильно, по-моему. А здесь дело не в морали, дело в истине этой истории. То есть, если она достоверная, то да, мы, конечно, будем по ней судить. Но если у нас нет такой информации, то... Ну, то есть, я имею в виду, точно не на песню Мусараева нужно ссылаться. Как мы не знаем, что Гитлер и Сталин в аду? Ну, так мы не знаем. Не то, что про них, мы вообще ни про кого не знаем. Ни про кого мы не знаем, где они окажутся. Что они, в каком положении, в каком состоянии они ушли из этой жизни. Мы этого не знаем. То есть это мусульманин не может утверждать такие вещи без какого-либо знания. А знание у нас есть только вот о тех людях, о которых нам сообщил Аллах, либо его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Как, например, про Абу Ляхаба. Про Абу Ляхаба есть аят, сура даже, да, в Коране, где ясно сказано, что он будет гореть, а жена его будет ему носить. То есть и жена тоже будет там вместе с ним. Суть этого аята, этой суры. И здесь, да, мы как бы можем утверждать, потому что нам Аллах об этом сообщил. А так, Если бы знали, то весь смысл кияма бы исчез. Интересно, вот этот Исраилят называют это, да, предание. Исраилят, или как там правильно называть? Вот, да, это доисламские предания, которые... да, вот там что-то берется же оттуда, да, и как бы оно применяется в нашей, как бы, в наших сирах. Вот то, что он даже сказал, это ж про Мусу было, когда Муса, алейхиссалам, сказал не хоронить, и ему пришло откровение, чтобы он похоронил. Вот что там берется, что не берется, или вообще все отрицается.
А, точно, это было про Мусу, алейхиссалам, не про Соломона. Про Соломона другая была притча. Я перепутал. Не, израиляты, там есть те, которые принимаются, есть те, которые не принимаются. Но в целом они имеют другой статус. То есть это не священный текст, это не хадисы. А те истории, которые были общеизвестные на тот момент, они как бы принимались, передавались, на них опирались. Которые менее такие известные, они могли просто передаться, но на них уже не опирались и не опираются. Да, я тоже так думаю. Скорее всего, там, где как бы не порочится имя пророков и наоборот как бы поддерживается их статус как праведников, а, истории Исраила, сынов Исраила, это, скорее всего, берется, и оно в основном используется в хадисах некоторых. Вот именно то, что используется, остальное, наверное, откидывается. Если они умерли мусульманами, где они? Спрашивает один. Второй пишет: я правильно понял, ты говоришь, что мы не можем утверждать то, что кафир попадает 100% в ад. Или я не так понял? Ты не так понял. А не мусульманин, неверующий человек, умерший на неверии, попадает в ад. В этом нет сомнений. Но мы не утверждаем с тобой, что такой-то умер на неверии, и он в аду. То есть мы этого не знаем. Вот в чем суть. И мы не говорим, когда... То есть если ты говоришь обобщенно, что неверующий в аду, истина, никто с тобой с этим спорить не будет. Но когда ты называешь имя и говоришь такой-то в аду, вот тут ты не можешь этого знать. Это знание только у Аллаха. Ты не знаешь этот конкретный человек. А может он перед смертью покаялся, принял ислам. И тогда он не в аду, понимаешь? Вот в чем смысл. В день смерти Кадырова смогут ли все открыто в Чечне этому радоваться? Или все должны будут делать вид, что в трауре? Конечно, должны будут делать вид. В Коране, Только в помимо одном доме в селе Гилдаген, по адресу улица Исраилова, дом 1, там за закрытыми дверями будут праздновать. В Коране, помимо Абу Лахаба, еще фараон и его войско отмечено как те, которые будут в аду, и, по-моему, даже будучи в Барзахе, этот, как его, сам фараон, его как бы окунает, по-моему, да, 2 раза, если я точно, ну, короче, если я не ошибаюсь, в этот ад, что-то такое. Но я имел в виду, в Коране еще есть люди, которые отмечены, что они в аду. Не, конечно, есть там, помимо Корана еще, допустим, тот же Абу Джагаль, в хадисах упоминается, что тоже в аду. Там тот же дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Талиб, который был добр к пророку, который там, до последнего которого просил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он принял ислам. Но он так и не принял, умер на неверии. Про него есть хадис, что он тоже будет в аду. Есть хадис про отца пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что он тоже будет в аду. Есть люди, про которых есть тексты. И там, да, ты можешь свободно это Ну, говорить. конкретно именно про отца и про мать меня всегда этот вопрос интересовал, так я не получил достоверный, ну, как бы четкий ответ по этому вопросу, потому что до них послание же не дошло по большому счету, если Там так есть хадис, обсуждать. прямой хадис есть, когда один из сахабов пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: о посланник Аллаха, мой отец что, в аду? И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: да, твой отец в аду. И он, как бы, его это ранило, и он переспросил, он говорит: неужели ты говоришь, что мой отец в аду? И тогда, как бы его, успокаивая его, пророк саллаллаху алейхи вассалям ему ответил: да, и твой отец, и мой отец оба в аду. Да, но опять-таки в аду может быть и грешник, то есть не преступник, не беззаконник, не кафир имеется в виду, и грешник может быть, то есть и мусульманин может быть в аду, но не вечно. Опять-таки он не был мусульманином, получается, но и послание до него не дошло.
Я думаю, что такой от себя такой шарх этого хадиса делать ты не можешь, потому что из явного смысла этого хадиса подразумевается, что там именно неверие, речь идет о неверии. А для того, чтобы вот так сделать толкование этому хадису, тут надо тогда ссылаться на каких-то муфассиров, там, мухаддисов, на ученых, которые бы так это поняли. Вообще я как бы не вижу вот этой проблемы. Почему, когда речь заходит о родителях пророков, тут многие не хотят этот вопрос как бы принимать. Сам посланник Аллаха, мир ему Аллаха, очень конкретно по этому поводу высказывался. Вроде там смысл еще в том, что до посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, его родители не следовали религии Ибрахима, Иссы, поэтому и находятся в этом. Ну да, там эта тема про призыв не дошел, это же не только как бы из последнее послание. Да, и те послания, которые были до, они тоже как бы учитываются. Не, я, если что, не проводил никакой шах, я просто размышлял. То есть я не утверждаю, конечно, это прямой хадис. Я не это самое, если что. Как насчет хадиса, что будет, в судный день будет отдельное испытание для тех, кто не дошел до призыва? Да, это истина. Но там, где есть прямой хадис от пророка, тут мы же не можем применить этот хадис. Но, может быть, за добрые дела могут ему облегчить или даже простить. Аллаху алям. Даже если он грешник, но добрый. То Да, есть, вот если поэтому я добрые дела никакой шах, больше, чем плохие. я вот никакой шах ничего не приводил. Это прямой хадис, там вообще разговоров не может быть. Сказал в аду, значит в аду. Просто я говорю, я думал, бас, потому что в аду может быть и как бы грешник, то есть человек, который совершал грехи и на весах перевесило его добрые дела. Но, например, те же люди, которые будут испытаны, да, они как бы тоже, когда пройдут испытания, то есть мусульмане, не мусульмане, то есть их дела же тоже, наверное, будут взвешиваться при жизни, которые у них были, и злые, и добрые дела, когда определится, они мусульмане или не мусульмане. И также они будут нести как бы ответ и в аду, то есть пребывать за свои грехи, конечно, не вечно, но размышление было. То, что я как бы хадису противоречу, нет, это близко такого нет. Сказали, все. Ну да, есть день расчета, где все твои эти. Один ангел пишет добрый, другой злый, плохие, и потом день расчета. Да, просто до тех людей, которых, я опять повторяюсь, просто, может, я нечетко сказал, то, что они будут испытаны, это однозначно. После испытания, когда уже определится, кафир он или мусульманин, потом будут взвешиваться его дела, которые были у него при жизни, скорее всего. И там уже определится, он как бы минует ад или как бы придется ему очищаться. Томсо, тут вопрос просто тебе задать. Томсо, фан-встреча, объявленная тобой, которую ты сказал, что проведешь перед офисом Дугузаева в Гамбурге, еще в силе? Нет, уже давно не в силе, потому что офиса Дугузаева уже давно нет. И Дугузаева уже давно нет в Германии. Так что нет смысла. Своими руками он испортил встречу с фанатами. Томсон, ты слышал обращение президента ЧРИ Сайдуллаева по поводу упразднения должности президента, где он говорит на чеченском, что нужно от этих названий уходить, и что нужно объединять Кавказ и провозглашать имамат. Об этом Дудаев говорил. Что ты об этом думаешь? Я, да, слышал это обращение Сайдуллаева. Да помилуйте его Всевышнего, что я об этом думаю. Если бы ты как-то конкретный вопрос задал, я бы понял, в какую сторону мне нужно
отвечать. Но были размышления у человека, он ими делился. На тот момент, по всей видимости, шли какие-то разговоры в нашем управлении, что нужно реорганизовывать как-то, что нужно объединять, что наших сил недостаточно, что нужно плюс с Дагестана братья там с Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии желали этого как бы всеобщего провозглашения. И, видимо, эти переговоры шли, и Савелаев это озвучивает. Но здесь видите, в чем момент. Подобно тому, как про Яхудов сказано, что когда они пришли к пророку, они зачитывали истории, что-то зачитывали, и в том месте, где было сказано про побивание камнями, они закрыли рукой текст. И вот про них потом было сказано, что те, кто одно как бы читают, другое скрывают, искажают, то есть берут из текста, из Писания, берут то, что им выгодно, им удобно, а то, что им неудобно, скрывают, это игнорируют. Вот подобно этому из этого выступления Савелаева разные группы берут то, что им выгодно, полностью игнорируя то, что им не выгодно. Особенно это связано вот с этим выступлением. Хотя на самом деле именно в этом конкретном одном этом выступлении, в этой одной записи, кассете, которую он записал и отправил, там есть, как и для сторонников Имарата, объединения всего Кавказа, там есть вот для них это почва. Они говорят, что то, что сделал Дока, это вот то, о чем говорил Сайдулаев. И, то есть уже там этот план был, он его просто осуществил, и поэтому все, значит, и никаких там президентов быть не должно. А те, кто там, значит, сторонники того, что у нас вообще там чуть ли арабская терминология должна быть, что президент, название у нас быть не должно, опять-таки ссылаются на эти слова Сайдулаева, приводя в довод, что, значит, нету в сунне таких названий, как президент, поэтому они, значит, нам не нужны, не соответствуют. И в этом выступлении сам Сайдулаев тоже это говорит. Он тоже ссылается на то, что нету в сунне этих названий. Но при этом они игнорируют тот факт, что сам же Сайдулаев в этом своем обращении говорит, мы назовем, говорит, эту должность либо имамом, либо амиром, либо на чеченском он говорит бэч хероиз, бэч. А бэч, такого тоже нет в сунне, понимаете? То есть они это закрывают, все закрыли рукой, мы, значит, это прикрываем. А если мы можем бэч назвать на чеченском языке, чего нет в сунне, то почему мы президентом тогда не можем назвать, понимаете? Вопрос тогда встает. Также эти сторонники, допустим, вот, Кавказского общего объединения, там, Имарата и так далее, они берут вот эти слова, игнорируя, допустим, слова того же Сайдулаева, где он отправляет Джалауди Сараляпову кассету и говорит, ты председатель парламента, ты, значит, должен выполнять обязанности, возложенные на тебя государством. То есть признает этот институт, парламент ЧРИ, его признает Сайдулаев. Они это игнорируют. У меня, когда был вот этот баттл с этими кавказ-центровскими, они мне всячески чуть ли там так фирме выносили за то, что я там считаю парламент легитимной властью. Но при этом Сайдулаеву они такфир не выносили за то, что он то же самое считал, что и я. Понимаете, вот очень много лицемерия проскальзывает в этом вопросе. Это не только этой группы касается. Другая группа делает то же самое. Та группа игнорирует все то, что Сайдулаев говорит про имама, там, про общий Кавказ. Это игнорирует, а берет только вот его, значит, высказывание про парламент, там, назначение спецпредставителей за рубежом и так далее. Но на самом деле
надо просто все это вместе признавать. Садулаев действительно размышлял на тему объединения там, под общей юрисдикцией всего Кавказа. Не было там, конечно, высказываний про унитарное государство, там нет было слова «имарат». Но вот мысли такие были. Они об этом думали. Все мы это фиксируем, да, так, значит, об этом думали. Но при этом и государственные институты не отменялись, они тоже признавались. Саидулаев утверждал, что не существует там в Сунне, допустим, даже султан такого понимания, но в то же время утверждал, что бячу вот на чеченском языке мы можем назвать, хотя тоже в Сунне этого не существует. И понятно, что он подразумевал, что это языковая тема. Ну, то же самое как бы можем и здесь сказать. Когда речь идет про того же султана, про там, президента и любую другую должность. Точнее, любое другое название. Поэтому это все как бы надо, ничего из этого не скрывая, все это принять и сказать, да, и то, это все является правдой. Он же размышлял на эту тему, будучи президентом Чили. Да, конечно. Он уже все тогда вступил в должность. Он, будучи в этой должности, он как раз-таки как бы дает поручение Джалалу Сараляпу, он признает, как бы, подтверждает его должность, говорит, все, ты как председатель парламента, ты должен выполнять обязанности руководителя парламента. И это лицемерие, когда, допустим, вы, я имею в виду, те, кто мне предъявляют, ты парламент признаешь, предъявите также и Саидулаеву. Когда я начинаю их в это тыкать, они Саидулаева оставят, они говорят, при чем здесь Саидулаев? Вот. Да нет, как при чем? Давайте с этого начнем. Вы сначала то же самое по нему скажете, а потом мы двинемся дальше. А так, если у вас двойные стандарты, то там дальше с вами и говорить не о чем. Если я плохой, а Саидулаев хороший, хотя мы с ним одинаково говорим одно и то же, то значит вы уже ребята с двойным дном. И дальше с вами говорить смысла нет. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалям рахматуллах. Что за тематика у вас сегодня? Может, из-за того, что если народ мусульманские названия, которые приняты в этом народе, принимаются в исламе как тема с орфом, а вот президент – это термин, пришедший непосредственно от неверующих. Этот такой довод можно применить, но мы в этом случае мы должны сказать, что суть все-таки не в терминологии, не надо ссылаться, что это в сунне такое название есть, потому что бягч названия тоже нет в сунне. И тогда нужно аргументировать вот так. И здесь будут свои разногласия по этому поводу. Потому что, опять-таки, народ, что определяет, что этот народ исламский или не исламский. Это же как с именами. Русский парень принимает ислам, его зовут, допустим, Сергей. Должен ли он менять? Нет, конечно, не должен. Но если хочет, может поменять. Мы тоже в этом смысле мы можем эти названия. То есть я не являюсь каким-то там противником этой темы. Я вполне допускаю название, менять там эти должности, называть на наш лад, в этом никаких проблем нет. Но это все-таки не вопрос, где мы должны ссылаться как бы на сунну. Потому что сунна нас в этом не ограничивает. Должность в чем? Типа президент, амир и так далее. Да, это вообще примитивизм полнейший. Это, кстати, интересный момент насчет этого, то, что раньше, ввиду малограмотности и вообще в целом иного мышления и того, что массы не могли владеть такой информацией, происходило вот это, как вот сегодня кричат, там, арабизация. Вот такое происходило не только насчет арабов, от других народов в том числе. А сегодня, когда мы можем свою религию знать нормально, как бы, да, в деталях и так далее, мы прекрасно знаем, что вот такие вещи, как там названия, слова, еще что-то, имена, мы знаем, где есть грани, и знаем то, что это не является какой-то обязанностью там называть
на арабский лад, там еще что-то. И это во многом способствует сохранению собственной культуры и как бы оберегает людей от излишнего вот этого вот какого-то примитивизма, да. А ты сам сторонник имарата и объединения? Я сам не сторонник имарата, то есть в таком виде объединения я не сторонник, хотя я и не являюсь противником этой самой идеи, но и сторонником не являюсь. Я больше сторонник объединения в рамках такого союза, не унитарного единого такого государства, а союза независимых, свободных кавказских государств. Мне кажется, что эта модель была бы для нас более приемлемой. Но в том же, как бы, в то же время я не являюсь таким противником этой темы. Потому что нет, ни в коем случае я нет, не говорю. На самом деле вот этот имарат тоже, если по-настоящему посмотреть, вот в одном из эфиров Муслим тоже разъяснял вот этот вопрос насчет правления, да, у многих в голове вот это сидит, якобы, если имарат там или халифат, это якобы должен быть какой-то один солнцеликий правитель, сидит на троне, там издает указы и все подчиняются. Даже если этот имарат будет, если он был бы, да, согласно исламу, то, во-первых, все было бы через выборы, во-вторых, на местах люди сами решали бы, что им делать, как им жить, и в каждом обществе, в каждой территории был бы свой правитель. В идеале, точнее, по исламу оно так, а монархия, монаршество в исламе нету, оно заимствовано наоборот. Да, в основном у Византии много чего там было взаимствовано. И как раз таки, по-моему, короче, турецким халифатом вот начало. Вот они, по-моему, еще раньше Еще начали раньше. заимствовать много чего. Ну, дело в том, что на самом деле проблем нету заимствовать что-то. И они это понимали, поэтому тоже заимствовали и так далее. Но на сегодняшний день, когда мы уже увидели историю разных правлений, разных систем, знаем плюс и минус, и сегодня мы можем взвесить и, соответственно, выбрать то, что ближе к справедливости. И в этом нет, ну и плюс тем более сама религия, она повелевает, да, как бы избирательность, совещание и так далее. А почему ты больше предпочитаешь модель союза, какие-то имущества? Ну, мне она более симпатична, на мой взгляд, она легче прижилась бы у нас. Вопрос вот этого единого унитарного государства, его многие являются критическими противниками такой темы потери суверенитета, потери своего национального государства, самой этой идеи. И, соответственно, эта идея столкнется с очень сильным противодействием. А вот вопрос единого союза независимых государств, который в то же время, вот как Европейский Союз, каждое государство является суверенным, свободным, имеет свою собственную внешнюю и внутреннюю политику, но при этом они в едином союзе, у них есть единый этот орган управления, у которого есть свой мандат. Своя шура, Европарламент, типа своя шура. За какие-то границы этого общего, этих общих правил не может выходить отдельное государство. То есть такая модель, она у нас встретила бы меньшее противодействие, она была бы легче принята. Поэтому я больше придерживаюсь этой идеи. Плюс еще надо помнить, что у нас есть еще и Южный Кавказ, это Грузия. Это неотъемлемая часть Кавказа. Когда мы говорим про Кавказ, то Грузию всегда надо иметь в виду. А Грузия это в большинстве своем это не мусульманская страна с большинством населения православными христианами.
Также у нас есть Северная Осетия, которая как минимум на 2/3 состоит из тоже не мусульман. Там есть часть, где-то треть, наверное, осетин являются мусульманами, дегорцы, но 2/3 это не мусульмане. И вот надо учитывать этот момент тоже. В модели Кавказского единого союза эти страны, страна Грузия и Осетия, они бы в такую модель вписались. Но если говорить про унитарное, то здесь уже возникают проблемы. Да, я думаю, ни один здравомыслящий кавказец не захочет такого, потому что можно просто посмотреть на то, что сегодня есть, например, Россию, да, сколько там народов в этой стране, и по идее она даже не унитарная, она федеративная, но в то же время все прекрасно знают, что никто там, не то, что права голоса не имеет, его еще заставляют деградировать, запрещают язык там и так далее. То есть много всяких вот таких моментов. Поэтому я думаю, никто не захочет жертвовать своим народом, своей культурой. Ради чего? Когда можно жить и так, просто открыть границы между собой, и никаких проблем. Единая экономическая зона. Кто хочет, как может, дозволенным путем может торговать, селиться, переезжать, еще что-то. Но при этом сохранять себя, развивать внутри свой народ. Это же идеально, я считаю. То есть я правильно понимаю, что отказ от такой идеи опирается на национализм, что нацики будут против? Что на национализм, на здравый национализм правильно, что нацики будут против неправильно. Не на нациков опирается отказ от этой идеи. А на национализм в его здравом понимании, да. То есть национализм это не негативное в своей основе, то есть не значит, что любой национализм является негативным. Да, когда он уходит в какую-то крайнюю форму, конечно, это, безусловно, является негативом. Но если он не уходит, если вопрос национализма – это национальное государство в рамках народа, говорящего на одном языке, имеющего одни обычаи и традиции, и вот они, тем более у них есть еще и бэкграунд, там, своя история, своей государственности, в этом нет никаких проблем. И да, здесь опираемся мы на то, что будет легче принято обществом. Это очень важный момент. Если общество не принимает, если наши народы эту идею не принимают в своем большинстве, то небольшое количество сторонников такой идеи навязать ее вряд ли смогут. Да и вообще то, что навязывается, это вряд ли является хорошей темой, так как если что-то навязать, то мы изначально в самом начале создания такого мы закладываем идею противодействия, какие-то идеи сепаратизма, каких-то ущемленных людей. И это значит, мы должны постоянно жить с этой проблемой. Это значит, что наши враги будут постоянно использовать эти желания, настроения этих людей против нас, этих групп. То есть мы изначально соглашаемся на проблемы, на нестабильность. Зачем нам это делать, если мы можем гораздо простую идею реализовать, для нас, для всех приемлемую? В чем проблема? А чеченское государство построить и налаживать нормальную жизнь нельзя, что ли? Почему это маниакальное преследование какого-то единого Кавказа, которого не существовало никогда, разве только в мечтах фантастов? Почему ненормально? Конечно, нормально. Мы и говорим как раз-таки, что вот чеченское государство, например. Сегодня мы говорим о чеченском государстве. Но при этом мы оставляем вот это место. Если, допустим, скажем, ингуши тоже самое хотят свое национальное государство. Ингушетия.
Там осетины также. У нас есть рядом Грузия, которая уже является государством. И почему мы должны сегодня закрывать вот эту дверь единого Кавказского союза? В чем проблема? Почему мы не должны об этом говорить? Почему там наши братья адыги, карачаевцы, балкарцы, да, свои как бы государства, при этом с дальновидным взглядом на то, чтобы быть при этом еще и в едином союзе. Как бы там ни было, нам необходимо на самом деле. Свободный Кавказ нам необходим. И мы всячески должны поддерживать эти идею освобождения наших братских народов. Но при этом, да, без фанатизма, здесь я с тобой, конечно, согласен. Я думаю, Тумсо, что многие противники идеи Единого Кавказа неправильно изначально воспринимают эту идею и считают, что это должно произойти за счет утраты суверенитета собственного. Ты как раз правильно говоришь, что суверенитет никто не должен и не будет трогать независимого государства. Независимое государство, оно вправе подписывать любого рода соглашения с отдельными странами, да. Если это соглашение будет подписано сразу с несколькими государствами, и это будет рамочное соглашение, которое будет носить образ такого союза, настолько там будут, значит, заложена и торговля свободная, и передвижение свободное и так далее, то это можно будет характеризовать уже не просто как соглашение между отдельными государствами, а как союзничество без ущемления, да, и без утраты суверенитета отдельных государств, то если эту идею правильно донести до людей, что никто не собирается вмешиваться во внутренние дела государств, да, отдельных, в том числе и во внутренние дела Чечни, и независимое чеченское государство выстраивает внешнюю политику таким образом, что она вступает или сама является инициатором такого союза, да, между кавказскими независимыми государствами, то почему бы и нет? Это, кстати, была одна из ключевых идей первого президента Грузии Зviada Gamsakhurdия, который лично дружил с президентом Чечни первым Джохаром Дудаевым. И это была, можно сказать, идея, которую эти два человека несли, и они вот были основоположниками этой идеи. И там как раз никто не говорил о том, что кто-то будет вмешиваться во внутренние дела или там мешать суверенитету друг друга. Наоборот, речь шла о том, что максимально друг друга поддерживать, помогать в чем возможно, а в тех вопросах, начиная от религиозных, заканчивая другими вопросами, где этот союз невозможен, так скажем, эти вопросы и не будут затрагиваться и вовсе. Короче, это я понял. Хорошо, это я понял, но у меня возник другой вопрос. А в религии ислам есть такое понятие, как национальное государство в рамках одного народа? Просто мне реально интересно, думаю, ты изучал этот момент с точки зрения ислама. В религии у нас вообще государство является средством, а не целью. То есть создание государства мусульманами своего государства это не было целью. Это лишь средство для того, чтобы мусульмане могли жить, исповедовать свою религию и не подвергаться какому-то ущемлению. Поэтому вопрос государства, если мусульман, то есть учитывая, что это средство, и если для мусульман
для достижения этой цели исповедования своей религии, жить по законам, соответствующим исламу. Для этого, если им нужно одно государство, то, значит, это средство, нужно стремиться к этому. Если для того, чтобы достичь этой цели, нужно 10 государств, то, значит, 10 государств. Если нужно национальные, значит, национальные. То есть этот вопрос такой. А если сделать вопрос государства, ставить самой целью, а не средством, то это уже заблуждение хизбут-тахрировцев, это у них как раз есть эта идеология, что у них государство – это не цель, точнее, не средство, а сама цель. Поэтому те, кто обычно ссылаются на такие вещи, что вот раньше такого не было, но раньше другое время было, и в соответствии с тем временем, которое тогда было, тогда вот так создавались государства. Когда единое государство мусульман распалось, тоже появились несколько мусульманских государств, султанаты. У каждого был свой правитель. И никто не говорил тогда, что среди ученых, я имею в виду, что это все там, вот эти, значит, неправильные, эти правильные, не было такого. Все так получилось, и это было как бы... То есть там, где вопрос стоит при объединении в одно, например, это приведет к каким-то проблемам, то вот тогда, значит, это считается, что, значит, надо сохранить то, что имеем, чтобы не привести к каким-то проблемам. Ну, в идеале цель один халифат, где правит один халиф. Ну, такое, думаю, невозможно сейчас. Опять-таки, не цель это средство. То есть, да, конечно, это был бы такой идеальный мир. Но, а как этого как бы идеального мира достичь? Да никак ты его сегодня не достигнешь. Если ставить целью достижения этого, и при попытке прийти к этому нужно как бы разрушить другие имеющиеся государства, там, тысячи, миллионы мусульман должны погибнуть, то, конечно, это не стоит того. Что как бы мы готовы, чем мы готовы пожертвовать ради этой цели? Вот в чем вопрос. И если там подразумеваются как бы жертвы, проблемы, то, конечно, нет. Даже если союзный какой-то федеративный, то у федерации есть столица. Где будет столица вот этого союза? Где будет парламент? В каком городе? В какой Кавказской республике будет парламент этого союза? На Это самом мы деле, этот позже вопрос вообще решим. абсолютно не проблемный. Это вообще легко решается. Парламент может быть в одной стране, как, например, здесь в Брюсселе и в Страсбурге существует парламент. Правительство может быть вообще в другой стране, в другом городе. Верховный суд в третьем. Это не проблема. Вообще столицы быть не может, например, как в Швейцарии, например, вообще нет никакой столицы. То есть эти вопросы очень легко решаемы. Да, на самом деле, для чего нужна столица? Какой в этом смысл? В такого рода государствах. Если просто вот подумать логически. Как Брюссель де-факто столица Евросоюза. Да, Брюссель – столица Евросоюза, но парламент, например, заседает и в Страсбурге тоже. А суд вообще находится, по-моему, в Гааге, кажется, да. Интересно, в этом союзе будет один генеральный кади? Я сейчас прям, чтобы отвечать на такие вопросы, то есть, когда я говорю про союз, я говорю в общих чертах. Но это не значит, что у меня есть некая схема разработанная, что вот там такие-то должности и так далее. У меня этого нет. Все эти моменты со столицами, кадиями и прочее, это все решаемые по ходу вопросы. Сейчас вообще даже, это же как бы, когда мы говорим про союз кавказских государств, это вообще через там несколько ходов куда-то там далекая такая история, перспектива. То есть это не стоит, этот вопрос даже на повестке сейчас, мы ведь это понимаем.
Сейчас на повестке стоит вопрос деоккупации Чечни. Но тем не менее мы должны это обсуждать, иметь некое представление, давать пищу для размышления, и люди должны готовиться к этому. Как бы это ни звучало, но это может произойти в любой момент, грубо говоря, в Да, нынешнем. политические события очень стремительно развиваются и в нашем регионе, и даже в Грузии, кто бы мог подумать, что она окажется сегодня в такой ситуации, когда де-факто является союзником России и Грузии, по сути, грузинское сегодняшнее правительство. Никто и представить себе такого не мог лет 10 назад, когда 13 лет назад, когда произошла смена правительства, да, посредством выборов, когда никто даже и представить не мог, что дойдет до такого. И Грузия, которая была передовой страной в плане вступления в Евросоюз, и Грузия была инициатором проекта «Восточное партнерство», которое потом переросло в кандидатство, во вступление в ЕС. И у Грузии было стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки. И это все было утеряно за последние годы, и страна стремительно катится вот, и в объятия России, можно сказать. Этого никто не мог представить. Вот. Что касается вот вопросов, которые сейчас прозвучали по поводу кадиев и так далее, насколько мне представляется, это внутреннее дело отдельного чеченского государства и его суверенитета. И никто не вправе и никто не будет вмешиваться в том, каким образом Чечня выстроит свои религиозные вопросы у себя в государстве. Речь идет о том, чтобы было Тебя партнерство плохо между слышно. странами. Всем плохо слышно. Сейчас нормально. Тихо немножко просто. Сама связь хорошая, но тихо. Ага, да. Ну вот, да, я говорил о том, что и религиозные вопросы это внутреннее дело каждого государства, и в частности независимого чеченского государства. Государство будет выстраивать союзы, партнерские соглашения будет подписывать и так далее. Это тоже как бы право и суверенитет отдельных государств. Мне кажется, что самым важным фактором здесь является то, что понятно, кто будет главным противником этой идеи. И важным, наверное, фактором будет некое соглашение по поводу военного партнерства, потому что мне так представляется, что союз кавказских независимых государств наподобие 5-го пункта НАТО, когда страны обязуются защищать друг друга в случае нападения на них, то это была бы очень серьезная сила не только в регионе, но и в мире. Объединенные войска кавказских независимых государств, которые обязуются помогать друг другу в случае нападения на них, это была бы очень сильная военная сила. Ну, на самом деле, на сегодняшний день подобное соглашение уже имеется, и имеется как раз-таки у самой боеспособной, активной, политически активной части Кавказа. Это чеченские и грузинские добровольцы, коих где-то около 3000 грузин воюет на стороне Украины, точнее
против России, правильнее будет выразиться, различные батальоны и так далее. У них имеется такое соглашение с чеченским батальоном имени шейха Мансура там и БШМ и так далее. У них имеются подобные соглашения. И вот, то есть прецедент уже есть. Просто другой вопрос в том, как другие кавказцы будут в этом участвовать, точнее, на сегодняшний день, когда начнется вклад и вхождение в подобные отношения других кавказцев. Это можно как такой вопрос, да, рассматривать, это первое. Во-вторых, я бы хотел подчеркнуть, что в целом кавказцев немного, и поэтому то, что сегодня кавказцы делают в Украине в плане военной подготовки, развития и изучения, так сказать, это является одним из самых полезных, что на сегодняшний день в этом отношении можно было бы сделать, потому что изучение этих новых современных технологий и методов, это является самым важным. Опять же, к этому я упомянул о численности, потому что, к примеру, если численность чеченцев, грузин, дагестанцев более-менее какая-то плюс-минус имеется, да, там 1,5 миллиона, 4, 3 и так далее, то других кавказцев очень мало, и не имея нормального ПВО, каких-то современных вооружений, как бы рассчитывать на что-то другое особо не приходится. Поэтому, опять же, нужно изучать все эти вопросы, политические, экономические, военные и так далее, чтобы все эти народы были готовы, все эти люди, чтобы размышляли, общались, учились, взаимодействовали и так далее. Потому что кто-то говорит, еще рано, еще это, то все. Нету такого понятия рано. У нас 1000 лет истории за плечами. Есть куда посмотреть, есть недавняя история. Поэтому каждый кавказец просто обязан это все изучать и быть активным, дабы завтра хотя бы иметь представление, где он находится, что с ним происходит. На самом деле, давай. Говори. Не, на самом деле, по поводу Грузии, это было очевидно. Я знал, что есть, не то что Грузия, Азербайджан, Украина, если вы берете курс на Запад, Евросоюз и НАТО, вы далеко не пойдете. Это плохо или хорошо? Нет, я просто очевидность. Нельзя быть против России, когда ты около России. Очевидные вещи. Поэтому, если вы там будете независимы, то старайтесь лучше быть ближе к России, чем к Западу и к Евросоюзу. Потому что они далеко, им пофигу до вас. Им наоборот лучше, чтобы вы убивали друг друга. На самом деле нам пофигу и на тех, и на других, грубо говоря. Но в то же время мы открыты к сотрудничеству, взаимодействию со всеми. Просто в рамках независимых сторон, а не в качестве чего-то протектората и так далее. Что касается Грузии и Запада, то со времени смерти Звияда Гамсахурдия Грузия никогда не была независимой по факту. Почему? Потому что ее сразу взяли в клещи Россия, а курс на Запад и так далее, это все было клоунада для народа, чтобы создать эту видимость и просто тянуть время, в то время как экономически ее опустошали и Запад, и Россия, в основном Запад экономически, через банки. Я не буду сейчас углубляться в тематику Грузии конкретно, но кто в теме, тот знает, что
что происходит, да, как бы. Есть отдельные эксперты, которые там часами это все разжевывают, как западные банки просто доводят до нищенства населения стран. Вот. И мы не должны быть ни за Россию, ни за Запад, ни пророссийские, ни прозападные. Нам всем нужно Но если понимать, быть что реалистами, вы должны быть пророссийскими, потому что Россия около, прям рядом с вами. Я знаю, в нет, идеале быть независимым, да, но реалистами нужно быть. Не, нам нужно вступить в БРИКС и в Шанхайскую организацию сотрудничества. да, Обязательно. Но не, вот ну, сейчас Алиев играет с американцами. Если он далеко зайдет, то я там могу сказать, что будет переворот и какой-то пророссийский будет правлять в Азербайджане, как это было в Грузии. смотри, этот Но если Памир, ты так можешь сказать, то значит так будет. Но если он будет слишком далеко, то ну это очевидные вещи. ну это для тебя очевидно, у Ты тебя сам из просто... Азербайджана. Но по истории Я так и таджик. случалось. Я померец. Ну, я Смотри, тебе... Памир, Я смотри, Памир, могу сказать, что ничего... Ну, окей. Говори, Бергман. просто у тебя, понимаешь, вот эта мысль о какой-то там всемогуществе России, там, ее некрушимости, нерушимости, не знаю, там, еще что-то вот это у тебя сидит в голове, и ты там как бы из этого отталкиваешься. А по факту, Нет, ну, из истории была царская Россия, ну понятно, пропала, стал Союз. Союз пропал, стал РФ. Но границы не изменились. Влияние то же да, самое. Начиная с 7-го... Кстати, Грузия в 17 веке просилась через Георгиевский трактат в Россию. От защиты от персов и турков. смотри, Не во-первых, только Грузия, а армяне так и азербайджанцы. смотри, В 17 веке во-первых, вы вошли туда, в да, Россию. не в 17-м, 18-м. Во-первых, Грузия не просилась, во-вторых, не Грузия, а Картл-Кахетинское царство, это Восточная Грузия, кусочек Восточной Грузии, и ее правитель, он не просился в состав, он подписал договор о взаимопомощи, который Россия нарушила. И когда грузины своими силами с помощью других кавказцев отбились от персов, тогда на опустошенную Грузию пришли российские войска и аннексировали, воспользовались. Вот так это было. Никто не просился в состав России. Вот. Если А уже прочитаешь те дальше, пункты, там и есть просится. это Всю свою уже, внешнюю политику смотри, грузинский царь говорит, я передаю вам в обмен на защиту. это, Все политически внешние были за Россией. смотри, Он изначально как бы это передавал было не свои... так. Изначально это было не так, а уже когда аннексировали, то всю эту династию и так далее, всех этих правящих людей держали уже под дулом пистолета, так сказать. И вот так это все уже было потом переписано. А по факту... А турки и персы их не держали под дулом пистолетов. Турки Кого? и персы их Кого? держали, но грузин спасли русские на самом деле в 17 веке от персов и от Как турков. грузин спасли русские, если Да по по факту факту они были в Иране, аннексировали страну? в Иране они были. Кто был в Ты Иране? думаешь, Грузия была независимой страна до прихода русских на Кавказ? Смотри, всю историю Грузии, она постоянно отбивалась от персов, но не только от персов. Но важно Да они понимать, бы не отбивались, этот Вахтанг, он по Ребята, подождите, матери извините, перс, но как подожди, они подожди, отбивались? Азар, потормози. Нам абсолютно неинтересна эта история. Вот вы вдвоем сейчас об этом говорите, но 350 человек вообще неинтересно это слушать, что там раньше было. Сегодня Грузия – это независимая страна. Давайте эти споры исторические оставим. не просто Хорошо, у нас... согласен. Да, с вашего Там позволения, просто как нужно понимать, что не все так однозначно, понимаешь? Раньше люди, как вообще вот эти образования разные, они как, например,
один грузинский царь мог заключить договор с какими-нибудь турками против другого грузинского царя, и также наоборот по кругу. Там какие-то аланы могли договориться там с грузинами против других кавказцев, или наоборот. То есть ты так говоришь, вот это вот, знаешь, это популистские разговоры, вот в этом проблема. Так-то никто не отрицает, что всякое было. Просто вот это не надо пророссийские вот эти вещи закидывать. Там кто-то кого-то просился, еще что-то. Никто никого не просился. Я буквально в двух словах скажу комментарии, значит, на слово мира. Сегодня, в 2026 году, очень легко даже и гуглить не надо. Можно у чата GPT спросить и полную информацию получить, и полный текст, в том числе Георгиевского трактата прочитать, который был подписан в конце XVIII века. И он, как Бергман правильно отметил, трактат подписывала не вся Грузия. Грузия тогда была раздроблена на несколько царств, и Карлико-Хеттитское царство, малая часть, можно сказать, где-то 1/5 часть всей Грузии составляла Карлико-Хеттитское царство. Она подписала договор, Георгиевский трактат с Россией, это договор о сотрудничестве и взаимопомощи, и вследствие которого Грузия сохраняла за собой государственность, автокефалию грузинской церкви и так далее. И, как Бергман правильно сказал, при первой же битве Грузия была оставлена генералом Тотлебеном российским перед персами, и вот уже на эти руины пришла Россия и свергла царскую династию, упразднила, в общем, грузинское карлико-хеттитское царство, упразднила автокефалию грузинской церкви, в общем, и присоединила Грузию к Российскую империю, что, естественно, никаким образом и никак не предполагалось Георгиевским трактатом, который может прочитать каждый из нас. Не, ну это же удобно, чтобы там Ну и российские подтверждает нарративы то, закидывать. что вот то, что ты сказал, подтверждает ту идею, что не было единого государства грузинского. Были отдельные царства. Ребята, Когда дадим это царство попросили Абхазам? же, давайте, если вы, я не знаю, вот Ладно. настолько эта тема прям интересна для обсуждения, ну, давайте в личке где-нибудь пообщайтесь. Ну, неинтересно нам это. Давайте сменим. Короче, Пожалуйста. по факту всего мы понимаем, что вот опять же сотрудничество и так далее, пожалуйста, но кавказцы должны понимать, что должны держаться подальше от России, от русских и так далее. Вот, потому что это люди, это народ, страна, которая фактически миллионами истребила кавказцев. Какие-то народы полностью исчезли. Вот, и сегодня нам сидеть и мечтать о том, что чтобы с ними что-то иметь, как бы это просто выглядит смешно. Вот. И мы не должны допускать, чтобы кто-то нам закидывал подобные вражеские нарративы. Если мы станем полностью независимыми, и тогда будут какие-то экономические отношения, то это нормально, как бы проблем нет. Но на сегодняшний день главное это освободиться. А кто не дает освободиться? Опять же, Россия. Поэтому, будучи в оккупации, будучи в положении, когда каждый день... Причем здесь Россия, Бергман? Это же арабы вроде бы не дают нам. Арабы не дают? Да, арабизация. Вот Блин, это я вот, что-то, времена вот наверное, этих войны. спросонья, простите меня, грешного. Ничего больше смертей, разрухи, уничтожения, как бы сравнения с землей в отношении своей бескультурной культуры Россия на Кавказ не принесла и принесет в будущее. Даже татаро-монголы не нанесли такой вред, как они нанесли Кавказу. Как арабы. Как арабы.
Человек, не пытающийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства. Лей Амал Олсона. Рабское мышление. Нам главное, нужно разобраться с арабами, с этой арабизацией, тогда все будет нормально. Да. А тут кто-то до этого раскачивал, да, арабизацию? Ну как до этого? До меня. Немало Я тут сейчас было. зашел просто. Нет, сегодня не было. Выйти из рабства Но в целом нужно, такая но и повестка смотреть имеется. вокруг себя тоже. У нас же есть эти ребята, которые садятся и на полном серьезе нам объясняют, что наша сейчас главная проблема – это арабизация. Что вот ассаламу Да, алейкум мы говорим, из-за этого мы сегодня, На этих будете жениться, двоюродных. да, мы поэтому Имена не зависим. потеряете. Как только мы начнем здороваться друг с другом словами «дедика дайла», «дедика хуилда», тогда все наши проблемы сразу решатся. ну да, это, конечно, печальные ребята, мы их знаем. Но что поделать, такие тоже могут быть. Муса, какие вообще полномочия у этих делегатов ПАСЕ? Не делегатов, вот это очень важный момент, то есть они не являются делегатами. Какие у них нет вообще никаких полномочий, у них нет мандатов. У меня вчера подробный был разговор с Соболь, Любовью Соболь, интервью записывали, и она там очень подробно объяснила вообще всю эту кухню. По сути, нет у них там никаких, ни мандата никакого, никаких, даже пропусков у них нет постоянных. То есть они, как обычные делегаты, депутаты из своих стран, они не могут вот так же приехать во время сессии и получить доступ в здание. То есть им каждый раз на эту сессию делают отдельные пропуска. Поэтому это очень ограниченные, в общем, возможности. Они там больше как такие консультативные выполняют функции, всякие встречи с различными депутатами. То есть что в этом, что можно с этого получить? Это эта неделя, эти 3 дня, когда в одном здании находятся депутаты, делегаты из, сколько их там, 26, по-моему, стран, да, или 46 стран. Короче, очень много стран. Это прямо членов, и еще плюс там есть в статусе наблюдателей, по-моему, там Канада присутствует, еще какая-то страна. То есть эти 3 дня ты имеешь доступ, ты можешь там в коридоре пересекаться с разными депутатами в своих конкретных странах, которые работают, которые через вот эти 3 дня уедут и будут дальше у себя в своих парламентах участвовать в законотворческой деятельности. И вот там есть возможность какие-то вопросы там доносить, обмениваться какими-то мнениями, какие-то проблемы, например, там, допустим, во Франции, к примеру, какие-то есть проблемы, ты можешь это озвучить, может быть, найти какое-то понимание, поддержку, может быть, какие-то вопросы можно будет двинуть. То есть чисто вот такая деятельность. Ничего больше, конечно, они там сделать не могут. Мне тут пишут, вопрос просят задать. Правда, говорит, правда ли, что Кахпенко избил, говорит, какого-то чеченца, типа? Я не знаю, я не в курсе. Может быть, Это же нервы сдали какого-то пленного, пленного какого-то, да, привязанного. Не знаю, я не в курсе. Я тоже такое впервые слышу. Может, это он сам написал мне, чтобы утку закинуть. Более всего. Скорее всего, точно. А? Скорее всего, да, раз это шла. Он фанат Тумсо. А бюджет у них извиняюсь, общий. там по-другому спросил. Он, что какой-то чеченец его избил, типа. Я не в курсе вообще, ни того, ни другого не знаю. Тоже, может быть, какой-то пленный не выдержал и воткнул ему прямо во время интервью. Не исключаю.
А я правильно понимаю, что российской делегации сейчас нет в ПАСЕ? Да, конечно, правильно. Это как бы место вот этой российской делегации, которую исключили из ПАСЕ. Точнее, они сами оттуда исключились, сами вышли из Совета Европы. И вот вместо нее как бы вот этих российских демократов туда, российские демократические силы, так и называются, их туда ввели. Это больше такая символика, типа посыл Путину. Вот мы вместо вас сюда, значит, твоих врагов Ходорковского, Каспарова, Твоих агентов. значит, Карамурзу. Вот их мы сюда, значит, вели. Вот, побесись там, типа. Ну, короче, такая история. Да, Путин ха-ха ловит. Да это же мои агенты, чего вы тут клоунаду устроили? Интервью с Соболь еще не вы, мы его вчера только записали. Она, наверное, ну, скоро выложит, наверное, не знаю, может, на следующей неделе. Прикольно, как наблюдать, как вот эти так называемая оппозиция, когда они раскачивают вот это путинская война, как будто там Путин воюет. А когда речь заходит о чеченцах, хоть как-нибудь, то там и чеченские ПВО, и, короче, там все, там у них градации уже нету. Но они, в смысле, продолжают просто вот эту официальную российскую повестку, когда то, что им невыгодно, они называют СВО или там контртеррористическое, или там наведение конституционного порядка, чеченская война там, и так далее. А когда их касается, то там это не русские воюют, это вот буряты, якуты, чеченцы. Русские-то они не могут быть злыми. Они-то никого не обижают. Это Путин плохой просто. Своих цепных бурятов отправляет. И самое удивительное, это говорит, как бы сказать, интеллигенция, которая прекрасно знает, что русские друг друга уничтожали в красном терроре. Там чуть ли не полстраны было уничтожено своими же. Потом полстраны преследовалось. Потом полстраны вообще за границу сбежало. Да, вот вообще кадр был, вот именно его вот это высказывание, это вообще было. Они Сегодня скажут, лидерами красного террора были евреи. И говорят, типа, сейчас тоже. это не меняет того, что исполнителями были русские. Сегодня наткнулся на слова одного русского поэта, где он говорит, что Россия, говорит, это такая страна, которая, она как будто, говорит, является примером того, какой быть не надо и как действовать не надо Ну, для всего мира. ну, самое это забавляет, другие есть колхозник с нами величие, его называют, я не знаю, философом, близко. Тебя плохо слышно, сенсей. Я говорю, у них есть такой Дугин, Дугин, да. колхозник с манией величия, они его называют каким-то философом, он рядом там не стоит относительно философии. Вот этот колхозник там вещает на весь мир, где-то там в Твиттерах, в соцсетях, типа, короче, православная Россия, короче, то да это. Короче говоря, там плотно акцент идет, мы, короче, русские, с нами Бог там. И одновременно у них лежит в центре их столицы, то есть метрополии их империи, коммунист, атеист, буквально сатанист, еще в Кремле у них за этой стеной вот эти вот всякие Дзержинские, всякие вот эти вот КГБшники, НКВДшники, которые сотнями, тысячами, я не знаю, миллионами истребляли именно православие, церкви разрушали, дозволяли их женщины и имущество, короче говоря, преследовали буквально 80 лет, и они бегают по всей холодной стране, и по территориям, которые они там в Украине отвоевывают, ставят вот эти памятники Ленину и все такое. Короче, с этим связано. У них вот действительно, у них какая-то в башке, чем
У них такая, знаешь, массовая народная шизофрения. Интересный вопрос. И это чучело сидит там вещает на весь мир, подавая себя каким-то интеллигентом, показывает, типа, мы вот за традиционные ценности, мы православие, мы христианство. И одновременно там тичется история своего коммунизма, там ностальгия по коммунизму и все такое. Это идиотизм просто чистой воды. Но они пытаются слепить из этого религию. Он же этот философ, типа там начитался разных всяких, и вот он пытается религию слепить из всего этого. Ну, вся их вообще повестка, она пытается это сделать. Ну а Ну, что, это если рассчитано даже на их. Алаудинов это пытается сделать, то грех было бы тому это не попытаться. Ну, у него своя версия, это типа адаптированная, как он думает, Да. под региональные реалии, типа. Там уже эти персонажи у него просто меняются. Даджаль там. Да, да. Тебе накручивают негативные реакции на Антихрист. канале, на посты. Как давно они это делают? Они недавно это начали делать, видимо, какой-то заказ поступил туда, на эти сервисы. Они начали это делать с момента моей публикации о Зелимхане Муртазове, который в Астане в аэропорту застрял. Вот я заметил, что как только я выложил анонс к эфиру, в котором он тоже должен был присутствовать, вот с этого момента это началось, с 8 февраля, получается. И с тех пор продолжается, на каждую публикацию они что-то негативное крутят. Но я не думаю, что это делается вот на каждую отдельную. Они, скорее всего, сделали какой-то общий заказ, там, типа, допустим, в течение года, чтобы на каждый новый пост были вот такие реакции. И, видимо, это автоматом происходит. Я так думаю, предполагаю. Это типа программа какая-то или каждый лайк, точнее дизлайк, это отдельный человек ставит? Нет, там боты, телефоны, видел, фермы телефоны вот эти вот стоят, там сотни, тысячи вот эти стоят, и пишут, лайкают. Сейчас ИИ-агент называется. То есть не чат, GPT-чат, а есть еще такая тема. Забей, посмотри, ИИ-агент. Он буквально может ввести, вот ты ему отдаешь свой телефон, задаешь ему как бы эти, как его, методичку, то есть ты задаешь ему какие-то работу, и он ведет работу в твоем, например, ноутбуке, в телефоне. Вот этот ИИ-агент занимается этим вопросом. Раньше-то они телефоны ставили, эти телефоны выполняли вот эти задачи, писали комментарии, лайкали и все такое. А сейчас просто агент. И вообще вот эта тема, я не знаю, с какой скоростью это все развивается. Я вообще думаю, скоро вот эти вот всякие работы, типа экономисты, вот эти бухгалтеры, аудиторы, все, и они, как бы сказать, выметаются практически. Вот эти агенты будут заниматься этим на этих, как бы сказать, на предприятиях, этих фирмах, как бы ты устанавливаешь этого агента в компьютер, все, он занимается. Ты ему первичку сканируешь, там просто первичный документ сканируешь, и ему отдаешь, он анализирует, подводит, сводит, там, ведет бухгалтерию и все такое. А за юристов я вообще молчу, там они, скорее всего, будут выброшены. И что будет, значит, мы идем к тому, что миллионы работы пропадут, люди без дохода останутся, революция или что? Или будет Да, какой-то... средний класс, как Джемаль говорил еще в 2011-2012 году, средний класс, он просто тупо будет выброшен за этот, как его, забор, который вот жил 80 лет, да, нормально, да, более даже 80 лет, там, с 19 18 века. Вот этот вот средний класс, он сейчас будет выбрасывать просто-напросто. Который вот этот планктон есть в офисных городах, которые сидят,
кнопки нажимает. Но это на самом деле, я считаю, неплохо в плане того, что многие люди, ну, будут пересматривать свою жизнь, как бы, и даже сейчас уже много кто уходит, типа, как говорят, к земле, там начинают заниматься фермерством, там, частным хозяйством и так далее, уходят в села. То есть это формирует новую среду, там новые производства, стиль жизни там и так далее. Поэтому, в принципе, нормально все. Но земли же не всем хватит. Вообще в Америке иногда слышатся такие понятия, как universal check, типа пособие с государства, если типа в будущем будет такой доход от государства, если роботы возьмут всю отрасль или всю экономику. Ну, на самом деле, я лично в это не верю, что земли не хватает. Земли полно. Вообще, в любую страну, если взять, везде хватает земли. Это, Да, мне кажется, просто внушают для своих, опять же, выгод каких-то, чтобы держать людей в определенном вот этом вот психологическом состоянии, чтобы направлять куда-то. Это вот примерно как с файлами Эпштейна. Сейчас весь интернет этим забит, они там капают, а на деле, по сути, даже никто не знает, что там достоверно, что нет. Ничего толком нету. Это вот, мне кажется, из этой оперы. Да нет, я знаешь, там достоверно много чего, просто по схеме. И окна Авертона, вот эта вот элита, она разбавляет это все с текучкой, то есть текучие новости. Вот этот вот у нас же не держится в башке, даже мы, миллениал или как нас называют они. У нас тоже информация, она, как бы сказать, знаешь, мы прочитали, просмотрели, забыли, дальше пошли. А представь, у более молодого поколения. Вот по принципу, как на Авертоне, вот это вот они разбавляют все вот это в ступе, чтобы оно, как бы сказать, так растворилось и забылось. Кстати, насчет Земли еще вот кто обращал внимание, когда на самолете поднимаешься, даже такая густонаселенная страна, как Германия, а она, ну, считается как бы густонаселенной. Ты когда сверху смотришь, понимаешь, что насколько много земли, да, как бы. И это далеко там не все это пахотные земли там или еще что-то. Просто вот реально много земли. Да вообще вот эти все 8 миллиардов людей сидят и группировать, где-то смотрел и поставить их плечо к плечу, то есть каждого человека. Это пол Нью-Йорка. Все люди на Земле, это пол Нью-Йорка. Бергман, я думаю, жители Гонконга бы с тобой насчет «всем хватит земли» не согласились бы. Гонконг это где? Это то, что этот остров? Или Не, это как полу... остров это Тайвань, А, да. Гонконг это Китай. Да, точно. Ну, конкретно Гонконг или Нью-Йорк, там, я понимаю, конечно, но вокруг-то земля все равно есть. Просто если люди там толпятся где-то, это не значит, что вокруг земли нету. Говорят, Гейтс и всякие эти миллиардеры закупают пачками земли, чтобы в будущем там... На самом деле сейчас купить землю потом будет проблематично. Нет, всех надо на этот шаттл посадить, это, масковский, и отправить туда, в этот, как его, куда он хотел, там, на Марс, по-моему. Да? Стратосферу. Да, хотя бы на Луну. Пусть там, как бы сказать, своему этому балу, я не знаю, что смеркают или что они там делают. На Кавказе идеальная ситуация. Если каждый кавказский народ даже там по 10 миллионов станет, все равно земли полно. Ну, про крупные я сейчас говорю. Да вообще вот эта тема, что ресурсов не хватит, все это ерунда по большому счету.
С точки зрения религии это полная чушь, то есть без пропитания никто не останется. И с точки зрения как бы научного подхода тоже один океан может прокормить там более триллиона людей запросто. Просто вот это вот нагнетание, вот это все болезни, вся вот эта тема, короче, она по сути она необходима, она нужна для определенных элит. Как я говорю, я уже приверженец теории заговоров, вот эти вот мрази, которые сидят наверху, им же надо как-то свое вот это население, их как-то контролировать, манипулировать ими. Когда надо Подвести сокращать, к вакцинации. да, когда надо сокращать, вот, просто чтобы там все там, где Но есть эти логические такие моменты, как, например, когда в Китае истребили воробьев, как бы, да, и там у них из-за этого начался, что там, крысы появились, да, по-моему. нет, у них появились кузнечики. Вот, Кузнечики, да, да, да. сорока, которая поедала всю, ну, на своем пути. Да, да, которую ели птицы. Короче, ну вот так человек может, в принципе, вмешаться и нарушить вот это вот законы природы, так сказать, какие-то, или там как в Австралии, там, по-моему, они зайцев перебили, потом другой раз они еще кого-то, волков, что ли. Нет, это Ну, все в короче, там, Америке. По-моему, вот этот Йеллоустонский как бы парк, там они волков перебили, в итоге у них появилось много оленей, эти много оленей начали поедать все, как бы живо, это зелень, там, короче, начали пропадать какие-то насекомые, и в итоге там чуть ли не в пустыню она превращалась, вот эта территория. И им пришлось вернуть вот этих волков, чтобы те сократили популяцию оленей, то есть, ну, вот такой баланс, короче, в итоге. Да-да, да, тут да, много вот это. бешеных оленей. Хищники на самом деле санитары, а эти олени бешенством болеют. И вот когда волки пропали, Было. что чеченцев вернули. Там просто флору они меняли. Непосредственно, как бы там баланс какой-то был. А олени начали размножаться, их никто не кушает. То есть там их редко отстреляют. И они начали флору менять. Естественно, если флора меняется, там пропадают какие-то виды. Бобры какие-то там пропадают, там начинают пропадать какие-то насекомые и так далее. Не, волков, говорю, как вернули? С волками-то не договоришься. В итоге с чеченцами договорились. Клетки привезли и посадили. Упразднили визу. Я думал, там чеченцев просто привезли, потому что волки тоже. Там были еще в Австралии, короче, каких-то животных они завезли, змей, по-моему, каких-то, или каких-то, короче, животных завезли, они тоже начали менять всю вот эту вот и флору, и фауну начали менять именно то, что они не должны были там быть. То есть они короче, кардинально начали менять вот эту систему там, и в итоге их пришлось отлавливать, убивать, чтобы они прекратили поедать там тех, которые там в свою очередь поедали тех, и у них там какой-то баланс был. Этот баланс тоже нарушился. И что Вот кого надо высадить в Индии, чтобы индусов сократить? никого, я же говорю, на Земле Популяцию. недостаточно ресурсов на Земле, конкретно 8 миллиардов, я же говорю, это даже не целый Нью-Йорк, если плечом к плечу поставить там еды, просто это искусство вызывается. Вот судук нах иш бэс бо от элита шан контролирует потомство. Короче, для их потомств, они у них как же в башке, они же или сатанисты, или атеисты, или какие-то холостно фанатики же, вот мы же видим, США, Европа, это же фанатичные евангелисты, которые там, я не знаю, готовы уничтожать целыми народами ради своего холостно этого пути. Это же вообще
Там ИГИЛ перед ними отдыхает вообще. Ради приближения Мессии. Вот, это вообще страшные люди, оказывается. Вот. И у них вот в башке вот эти вот всякие вот эти блуждают и кочуют из поколения в поколение. Всякие вот эти вот античеловеческие нарративы. Они-то думают, они избранные, а все остальное это челядь, которая как-то... Проблема в том, что у них деньги, власть, возможность, технологии. Дропнут какой-то вирус в воду и все. Или в лес. Ну, короче, к чему мы это все вообще начали про это говорить, то, что в целом в природе задуман баланс, он есть, просто человек, если что-то ужасное не делает, как-то не вмешивается, то все нормально будет и для него, и для всех, в принципе. Но печальность в том, что если даже я куплю свою землю, думаете, государство отстанет от меня? Это моя земля до тех пор, пока я плачу этому государству. Перестану платить, заберут. А я думал, мы это говорим, чтоб Тумсо уже наконец-таки в Швеции купил себе землю. Да, не, в Швеции работать, пенсионировать, в Швейцарии я уже цель поставил. А не, пенсионировать на Памире. Я думаю, если ты в Памире где-то что-то там построишь, где-то спрячешься, тебя даже не найдут. Меня местные голодранцы, коррупционированные чиновники найдут и будут постоянно требовать там взятку. Не, ну смотри, если там, я не знаю, какая налоговая система, там, что там надо платить, если ты купил землю, Система. ну это понятно. А если ты купил землю в Таджикистане, и, например, от государства ничего не берешь, ты же ничего там не должен особо платить. Ну да, придет какой-то местный там сертификат на землю, то-то, это. В общем, пока он работает на зарплате, он не выживет. Поэтому будет такими путями. Придет там, посмотрит двухэтажный дом. А ну-ка, регистрация на то, регистрация на это. Нет, все Но равно, если мне все в кажется, порядке. революция будет. То есть вот это сейчас они будут сливать, как я говорю, вот этот планктон и средний класс. Они как бы, естественно, тоже просто так сдаваться не будут, потому что их за борт будут кидать. И какая-то вот глобальная, вот к этому идет, какая-то глобальная как бы заварушка будет, потому что элиты и вообще вот это вот элиты и аристократия, они вообще офигели, конкретно офигели. Они вообще попутали берега. Они вообще в людях и в массах не видят ничего, кроме как пыли. Ну, потому что они научились политтехнологию сделали и научились управлять процессами, поэтому они уже сами создают типа протест. Ну, например, яркий пример у нас этот мэр Нью-Йорка, да? Он же пришел на волне протеста против политики Трампа, якобы он мусульманин, там, короче, его поддержали левые, мусульмане и евреи. Ну, евреи почему? Потому что они знали, что он их. Как бы и получилось так, что он выиграл выборы, собрал все голоса, а по факту оказалось он вообще, короче, какой-то, такой, так скажем, грязный чел, никакой не мусульманин. Вот, поэтому, тут-то они, конечно, выдали, он долго не мог играть роль. Тут уже оно выяснилось. Но по факту это вот пример того, как они типа создают протест и сами управляют, сами против себя протестуют, таким образом приводят своего же человека. И как бы такой круговорот получается. А кто это они создают протест? Те, кто правят. Политтехнологи, которые... Вот смотри, допустим... Иллюминаты это вообще... Политтехнологи, за которыми стоят жрецы. Какие иллюминаты? Бери выше. То есть, смотри, получается,
есть левые, там правые, и это все одно и то же, и они типа договорились, чтобы для нас, для простолюдинов создавать типа протесты, ну, чтобы нас обманывать, правильно? Так такой подход. Да, как будто есть левые, правые, все, ничего большего нет. Между ними что-то, только две партии. И оба эти партии поддерживают Израиль. Чисто Мама, да это случайно. знаешь, мама, да это знаешь, как было. Помнишь, 90-е, вот коммунисты, потом ЛДПР, вот эти вот все партии в России. Вот они, как бы у них якобы была какая-то конкуренция, но на самом деле они вперед толкали вот эту единую Россию. То есть создавали фонд, делали там, как бы этот, как это сказать, создавали Видимость. фонд, видимость, да, там какой-то демократии, какой-то борьбы, а на самом деле просто сидели там на свои эти зарплаты, там участки, куски, которые там осваивали, получали свои портфели, вот вся как бы вот эта суета. Вот Вот яркий просто, пример, просто тот же Ельцин, который был ярым коммунистом, и тут вдруг заделался демократом. Потом пример, вот далеко ходить не надо, Фридрих Мерц, канцлер Германии. Его дед был одним из глав нацистов, да, и он как-то сказал, что гордится своим дедом и является для него примером. Das ist ein Vorbild für mich, sagt er. И говорит, типа, ну, суть в чем? То, что изначально, типа, он там на такой волне пришел, типа, он такой там чуть ли не справедливость во всем мире, и тут он выходит и в ту сторону говорит, и в эту сторону, короче, вообще уже, ну, нету никакого пути, никакой риторики конкретной. Он из-за этих и против этих, и, короче, и туда против, и сюда за, меняет эти стороны. Ну, короче, полная каша, полная чушь. То есть даже вот это левые и правые уже нету, как будто, знаешь. Сенсей, насчет того, что ты сказал, там, 90-х, якобы все продвигали Единую Россию, но это на самом деле вообще неправда. Я не знаю, на основании чего ты так говоришь. Если ты немножко эту историю 90-х изучишь, посмотришь, там какие-то разборы, ты поймешь, что как раз-таки в 90-е, в начале 2000-х в России реально была какая-то борьба, какая-то конкуренция шла. Да, она даже сейчас, если дать просто немножко возможность той же КПРФ или ЛДПР взять власть, они с удовольствием берут. Меня просто, знаете, что удивляет? Когда вы вот так вот рассуждаете, у вас на самом деле такое очень хорошее получается, прямо максимально мега респектное мнение по поводу условно всех этих всей американской элиты. Вот есть республиканская, демократическая партия, если вас послушать, получается, это одно и то же. Они такие все в братстве живут, чтобы вот всех накалывать вокруг. На самом деле у них никакого противостояния нету. Они выбрали там все Трампа. Он у них там Амируль Муминин, такой халиф, они ему все верно служат. Никто с ним власть как бы не хочет у него взять, никто не хочет с ним за эту власть побороться. И они все это делают ради того, чтобы там людям в глаза пыль пускать. Ну, не совсем Не так. выдерживают вообще никакой критики, подобный Нет, подход. На не самом совсем. деле, это же любому человеку немножко адекватному понятно, что Павел, там там бедный. существует борьба. Ну, тут говорят, тобой управляет тот, кого ты не можешь критиковать. Самое священное в Америке это первый этот amendment Конституции, свобода слова. Законы принимать, что ты не можешь критиковать Израиль. Какая настоящая борьба, когда в Конгрессе все объединяются и поддерживают Израиль. Нет никакой борьбы тут. Все под Израилем. Левый, правый, любой. Ну, это самый мощный довод, конечно. Но если они и те, и те за Израиль, то это свидетельствует о том, что между ними никакой борьбы нет. Не, А Муаммед, мы не допускаем такое, что у
двух соперничающих политических сил может быть одинаковая позиция по Израилю. В чем здесь, как бы, в чем это довод? Это Ну, нормально, что когда такое народ возможно. против Израиля. Не, они могут быть бороться с друг другом, но по Израилю сверху им кто-то сказал, вот это Израиль вы не трогайте, а дальше боритесь как хотите. Ну, Израиль это их как бы союзник. Понятно, что это и те понимают, что им это нужное государство. Понятно, что Союзник и это там, когда и там. выгодно. Ну вот им это и выгодно, это им очень нужно. На Там, самом да, деле, нет разницы, какая там политическая сила придет, они будут произраильские, это да. Конечно. Но Мама, это не исключает борьбу между ними. То есть Ассаламу это алейкум, достойный мы Да должны брат. я не понимать, они вижу выгоду не. Америки в Израиле вообще. Ну Наоборот, ты не урон видишь, вижу. ты по миру, ты слишком большого мнения о себе, если ты считаешь, что ты должен, если ты видишь, Да, что и вот они должны. это Это ни у тебя, ни у меня они не спрашивают. То есть у них такое видение. Мы с тобой можем чего-то не видеть, но это не значит, что они не видят. Ну, я короче, наоборот. настроение американцев против Израиля. Амир, Большинство американцев. Да. Амир, Америка это другой случай. По мере, там в Америке как раз таки идет борьба. У них идет борьба еще с момента их основания. У них вот этот вот либеральный клуб и традиционалистический клуб. Там конкретно в Европе идет противостояние двух клубов. Я это никогда не отрицал. Я не говорил, что там единая какая-то форма. Альхамдулилlah, что Всевышний их делит постоянно. Просто я говорю, что вот именно сейчас на данный момент вот этот вот Трамп, он хочет, вот ему понравилась система, которая в России создавать видимость каких-то там сенаторов, сената, вот этот вот парламента, и там, как бы сказать, избавиться от республики. Вот только к этому двигается, хочет двинуться именно Америка. Но само противостояние непосредственно двух направлений там есть, не только там, а полностью в Европе. А в России я не вижу. Да, Махмад, были 90-е, там, начало, когда вот этот вот, с начала 90-х, но где-то в 97-м, 8-м году все это прекратилось, дальше уже, знаешь, как бы уже пошел внутри, ну, как бы внутри договор. Свой договор. Вот они договорились, все, у них вот все сглажено, все четко у них идет. Договор, это не договор называется, сенсей, там узурпация произошла. да просто КГБ там управляет и все. Ну что, вначале у них, как бы сказать, они осторожничали, у них как бы договор. А дальше уже, когда они подмяли, подъяли, уже, да, тогда уже узурпация была. Так, вы будете создавать фонд, то есть и все. Сенсей, это ты для себя, типа, такую выгодную историю строишь, выстраиваешь ее, как хочешь, понимаешь, или же ты действительно эту тему послушал, там, я не знаю, экспертов, изучил. Мама, а ты? Я действительно слушал несколько источников, как минимум у меня есть по истории современной России, по распаду СССР, вообще по приходу Путина к власти, это как единая Россия образовывалась. И послушав эти источники, я 100% могу сказать, что там была именно грызня за власть, и там действительно были независимые СМИ, тот же НТВ, который озвучивал наш конфликт в начале, например. И там прямо хронология ведется, как потихоньку, как Томсо сказал, это все узурпировалось. То есть сначала свобода СМИ была просто выключена, так скажем. И вот так потихоньку, шаг за шагом, Россия сегодня пришла к тому режиму, который там есть, и к тому Путину, и к той единой России. Но ты на самом деле сейчас своими словами как раз подтверждаешь то, что он говорил, потому что раз все это стало узурпированным, значит, вся эта оппозиция стала просто ширмой, потому что они не могут сказать то, что противоречит основной директиве, так сказать, основной линии. И ты никак ни партия, ни отдельный человек в России не могут сказать, что там что-то против основной вот этой идеи, так сказать. И, кстати, еще хотел добавить, не в тему чуть-чуть, но сейчас, по-моему, уже разрешили, да, этот
точнее не разрешили, а приняли закон, что ты обязан мусору, короче, показать свой телефон. Если ты не показываешь, это неподчинение власти. Бергман, а в чем я конкретно подтвердил его слова? В том, что сегодня произошла узурпация власти, которая потихоньку вот так шла. Это подтверждение Нет, того, что там изначально был договорняк? нет, в том, что он сказал, что оппозиция в России, она просто создает видимость, типа якобы оппозиция есть. Не, На сегодня, самом это деле, сегодня там такая да, ситуация, но он же в 90-е да, говорит, что это все был договорняк. То есть там с самого начала он говорит, это был договорняк. А я говорю, нет. Ты послушай сначала то, что это не говорит знаю. сенсей. Нет, я не так это Ну, говорил. И там на записи можно. Там не я говорил, что изначально вот эта вот сама система глубинная, она, как бы сказать, не теряла никогда и власть, и руль она и особо и не теряла. То есть у них коммунисты были, эти же коммунисты пришли потом провозгласили демократию, вот сказали, вот мы подыхаем от голода, давайте, Европа, мы с вами, давайте вперед. И продолжали, тем не менее продолжали войну в Чечне, в Грузии, Абхазии, шем бол хабеш баруш. И то есть там, там внутренние там противостояния, вот эта вот видимость была, вот эта вот демократия, вот видите, у них идет. Ну, тем не менее, все то же самое было. В итоге где-то к 90-м, ближе к 2000-м, там уже договорняк был, а дальше уже полная узурпация была. ну да, если по логике посмотреть, если там был такая неразбериха, такой борьба за власть такая, то по идее войны в Грузии не должны были произойти, в Чечне они вообще должны были потерять Кавказ, тогда так, ну хотя бы как минимум Чечню Нет, должны да, были после потерять. И Чего это сказал. Помните, что он, когда начинает слабеть, они вычленяют слабого, они прикидываются. Дудаев это объяснял, то, что им нужна была вот эта помощь Европы, короче, они побежали к Европе, короче. Но Дудаев чуть-чуть ошибся, что Европа откажет. Нет, Европа помогла им встать обратно на ноги, и они обратно вернулись к своей системе, к своим традициям, то есть батюшка, как его там, царь там, отец народа, вот к своей системе они вернулись. Когда окрылились чуть-чуть, ничего как бы не поменялось. да, вся как бы выстроенная, так сказать, вот эта вот политика уничтожения народов, она работала вообще не меняясь ни на минутку. Просто был момент, где журналисты могли разговаривать, и все, по идее. А так, если любую партию взять, все они бывшие коммунисты, и там никто из них там таубу не сделал от коммунизма, чтобы типа там стать какими-то супердемократами. Я Всем тут ни в салам коем алейкум. случае не выступаю адвокатом России. Мы сейчас говорим конкретно за определенный период. Это 90-е и 2000-е. Вы просто помните, как там ситуация изначально была, что в Чечню приезжали депутаты, что там реально выступали часть против этой войны, что действительно там изначально была какая-то Ну, дали борьба. поиграть, да, чтобы ввести в заблуждение людей. Я вот хочу как раз это понять. Дали поиграть. Кто давал эту игру? То есть какие-то вот эти мировые КГБ. силы? Журналистов убивали. Ну, КГБ в то время уже нету, в то время ФСБ. Разницы нету. Какая разница? Хоть как хочешь назови. А что ФСБ там конкретно делал? ФСК, фанерно-спичечный комбинат. Понятно. Мама, у тебя высокое мнение о Холсона, о демократии в России. Не-не-не, на самом деле Которая была высокое в мнение, 90-х. сенсей, у вас. Нет, Сенсей, высокое у меня мнение не о высокое демократии. мнение. Высокое мнение на самом деле у вас. Которая была в 90-е годы. У них даже, как это сказать, опыта и практики не было этой демократии. Они как-то пытались, может быть, там 1 или 2 года. Но дальше они как бы свою колею стали и с этого, как бы, с Европы, с всего Запада имели. Хихикая, дует. Вот наши журналисты, видите, как Самое,
Они против нас, видите, вот говорят, вот депутаты у нас есть, вот партии у нас есть, видите, у нас вот давайте там куда-то их включать начали в какие-то клубы. И что по итогу, что было? Все эти 90-е у них войны были, то есть возвращение того, что они потеряли, а дальше вот вернулись, ну и батя вернулся на трон. Самый демократичный демократ это был Борис Абрамович Березовский. Сенсей, на самом деле высокого мнения ты о их способностях, об их братстве, так скажем. Ты прямо их идеализируешь в этом вопросе. А я считаю, что это близко не так. Нету ни одной там силы, которая бы вот так вот, как ты говоришь, полностью вместе в один кулак стала. Говорил, не только я. Ну да, я скажу, вот у тебя просто, знаешь, вот слушая тебя, создается впечатление, что там такое братство, идеальная такая семейная обстановка, знаешь, все типа вот за одного человека держатся, и никто не хочет даже его снести. Я говорю тебе, даже сегодня, если бы там у какой-то партии появилась возможность снести и взять власть, не ради меня, не ради Чечни, не ради тебя, они друг друга загрызут за эту власть. То есть власть, и она сама по себе, знаешь, желанна для всех, ее хотят взять. А в период 90-х там шла какая-то борьба за эту власть, я тебе просто факт констатирую. Независимые журналисты, они же как-то были независимы, они же не сами по себе как трава там выросли. То есть вот эти 90-е, вот этот период такой перестройки, так скажем, становления нынешней России, там какие-то бурления шли, но в итоге это все подавили. И подавили это не договорничком, а подавили это буквально силой, понимаешь, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, по-разному. Мухаммад, смотри, танками, вот момент, когда танками расстреливали их Белый дом, там и закончилось все. Дальше уже было просто фон и постановка была. Не в буквальном смысле, не каждый шаг они там как бы контролировали, а все вот как бы по их как бы текло так, как им нужно. Да, борьба была, но в итоге, как бы сказать, я как говорю, у них не было ни опыта, ни практики, демократии, вот это вот все, для них это чуждо. Вот они сами вот шли именно к тому, к чему они пришли потом в 2000. Кто они? Это можно этих людей обозначить? Элита. Алинский 90-х. Элита, Тумсо, элита, вот русская элита, это генералы, это политики, которые... Так эту элиту тогда и переехали. Так эта элита и пришла по большому счету. Так, кто там Одна был? элита ушла, вместо нее другая пришла. Ну, что же, идейная элита, которая... Одну элиту через... демократию. А кто из элит был за... Проблема, знаете, в чем? Подождите давайте мы этот спор снимем, потому что у вас позиции нет на самом деле. С вами невозможно о чем-то спорить. У вас нету. Да нету у вас, Сенсей, у тебя нету. У тебя, ты говоришь, подожди, не это самое, не переходи на эмоции. Ты говоришь их, они, тебя прижимаешь, кто они? Раз КГБ. Тебе раз факт того, когда КГБ там путч просто переехали, как бы сломали. Ты такой, окей, элиты. Потом сюда, с этой ветки туда, с той ветки сюда. Невозможно, этот спор ни к чему нас не приведет. Я ни на какую... Просто тезис озвучить. Допустим, у тебя нет тезиса, послушай. Давай, чтобы не спорить. У вас нет есть какие-то тезисы, которые... Да подожди, субханаллах, дай сказать. Подожди, сколько вам российские журналисты рассказывают. Подожди минуту. Подожди, но ты долго говорил, я вообще не разговаривал. Дай мне, подожди минуту. Бисмилlah, дай, ты же очень долго говорил, но дай мне тоже сказать. Ты вот тезис какой-то скажешь? Например, ты говоришь, там никогда не было нормальной демократии. Вообще с тобой спорить не будем, да, ты прав. Там не было никогда нормальной демократии. Но ты не говоришь так тезисно, понимаешь? Ты говоришь обобщенно, ты отменяешь что-то. Тебя ловишь на этом, ты потом раз просто как будто бы этого и не было, ты перепрыгиваешь на другую ветку. Вот здесь на записи есть четко твои слова, когда ты сказал, что в 90-х годах там ничего не было, была единая Россия, в которой в 90-х годах вообще не было этой единой России, понимаешь? Но ты же сейчас просто перепрыгнешь на другую ветку.
Ты же не скажешь, да, ее не было, я ошибся. Ты просто скажешь, это ничего не меняет, я имел в виду то-то, то-то, то-то. Поэтому смысла нет. Если ты хочешь сказать, что там демократии нормальной никогда не было, да мы с тобой не спорим, да, там никогда и не было, и вряд ли она будет там. Но отдельно, если ты говоришь, что там свободы слова не было в 90-х, нет, была она там. Журналистов независимых не было, если скажешь. Нет, они там были. Я говорил, что это фон, и все. Потому что, как говорил Дудаев, когда они слабеют, они начинают имитировать, что у них что-то там, какие-то Опять ты перемены. говоришь они. Кто они? Как они, Хажа, есть люди, Тумсо, как бы сказать, в элите российской, царская элита, будь коммунистическая элита, им надо было перейти. Например, Имена те есть у же, нее? я не помню их имена. Вон, ну добьется имена, что я что, их веду, что ли, их имена. Элита имеется в виду те, кто у них были вот эти вот главные коммунисты, я не знаю, которые потом были вот эти вот, комсомольцы. Тот же Ходорковский, он комсомолец был и выполнял непосредственно поручения вот этих вот своих кураторов. Они, как бы сказать, занимались этой демократией. Как им надоело заниматься этой демократией. Они вернулись к батюшке. И все, вот что я говорю. Но ты говоришь, как вот они. Ходорковского ты назвал. Вот, его будем разбирать, конкретно Ходорковского. Ты еще опять перепрыгнешь. Он имеет в виду российская, это политическая, это суета вся. Да назовите имена, это политическая суета поменялась за эти годы. Сколько там людей? Опять-таки, путчисты, это была элита. Их всех через колено сломали. Почему этот момент тогда вы его упускаете? Давайте тогда про элиту говорить. Ну, смотрите, на сегодня, вот очень просто определить на сегодняшний день. Которые пришли. Те же коммунисты их ломали, те же КГБшники их ломали. Нет, что значит те же коммунисты? Нет, их не те же, это наоборот, это как раз таки КГБшников сломали. Тогда это действительно был народный протест. Да, их сломали. Да, народ поддержал, вышел. Да, это факт. Путчисты как раз таки были спецслужбистами. Путчисты это были аппаратчики, это были КГБшники. И их переехали, да? На сегодняшний день важно понимать, что тот российский оппозиционер или просто там русский, неважно, если он против развала России, хотя бы в стороне Кавказа, то он уже такой, как они все, то есть вражески относится, то есть да, и он имперец. Ты опять переходишь, ты говоришь по отношению к нам, но не по отношению к нам строится это понятие, понимаешь? Да, я понимаю. Он, Азар все говорит по отношению к Израилю, а ты говоришь по отношению к нам. Да, для нас нет разницы. Нас демократы бомбят, нас коммунисты бомбят, или нас там, нам нет разницы. Но это не значит, что у них там не происходит борьбы. Вы это поймите, это не отменяет борьбы. Я понимаю, я мысль не закончил просто. Я почему говорю нас? Потому что нам важно именно в отношении нас, что происходит. И поэтому, допустим, если в свое время была, вот, допустим, как ее звали? В очках эта женщина. Новодворская, вот. Не, Новодворская. Вот Новодворская, она раскачивала, как есть, вот выкладывала. Вот она реально была оппозиционером и реально говорила правду, да, как бы, и как оно должно быть. И вот если такой позиции нету, все остальное для нас это просто мусор. Вот. А что касается их там какой-то борьбы и так далее, то мы же знаем, что это такое их борьба. Это там самолетики там с окна кидать или там кричать позор, позор, когда там кого-то там ломают, забирают и так далее. Ничего не... То есть их протеста по сути нету. Ну, что касается людей. А что касается политиков, то создается такое впечатление, что все это ширма. И для Европы, там, для других стран, конечно, когда их это не касается, они в это не вникают особо. Они видят, человек заявляет себя оппозиционером, например, там какой-нибудь Карамурза там, или какой-нибудь там, кто там, Яшин или еще кто-то. И все, есть и есть, как бы все нормально. Они там спонсируют или еще что-то делают, поддерживают там
приглашают, общаются. Вот, поэтому, ну, тут важна наша позиция. А все остальное, это не важно. И поэтому с нашей позиции оно вот так и выглядит. То есть, если ты оппозиционер, и тебе плевать на сотни тысяч жизней людей, какой ты нахрен оппозиционер? Ты не за справедливость, ты не за правду. А То с есть, каких пор слово «оппозиционер» стало синонимом справедливости и правды? не, Оппозиционер– ну это когда человек, ты, который ну, находится на других позициях от окей, я власти. понял, это понятно. Но Тут просто есть когда ты, справедливость. Почему бы, как мы начали об этом говорить? С каких пор мы решили, что оппозиция– это значит хорошие ребята? нет, это не значит, просто Для имеется в нас, виду, я имею в что, виду. Они-то, может, хорошие там для своего народа, но не для нас. ну да, Почему мы вот так об этом не, говорим? просто когда ты хочешь что-то поменять, Нет, понимаешь, нет, допустим, ты нет, видишь нет. явно, допустим, они же заявляют, что Путин это Оппозиция, не абсолютное надо. зло. Если ты хочешь Там, поменять там Путина, просто, знаешь, изначально да, вот этот, как бы, Ельцин, он сам был из партии. Когда он пришел, его окружение были вот эти вот все барыги, которых он использовал, а потом слил, да приведя понятно, это КГБшников. всегда у них так. Приведя КГБшников. Его охранник КГБшник был. Он потом себя окружил этими же КГБшниками, этот же коммунист, который пришел, вот этот демократ, который пришел, который сломал об колено у предыдущих вот этих КГБшников. Он в 97 году уже слил эту тему. В 97-м уже все начинается, как восстановление вот этой вот, как бы сказать, имперской темы. Потому что они, да даже не в 97-м, изначально у них было вот это вот восстановление своей системы. Потому что я более привержен к тому, что говорил Дудаев относительно того, что когда они слабеют, вот им надо именно создать как бы фон того, что они такие слабые, то они, как бы сказать, за ценности Запада, давайте дружить, там, плясать вместе будем. Потом, когда они окрепнут, как он говорил, вот тогда уже начинается вот это вот бравирование, как и было, как он и сказал. Какая демократия, черт там, да, были, вот этот вот, менялось, вот этот вот слабого, как его, Горбачева, который разваливал их любимую страну, да, они его проклинали, вот этот вот. Монах, опять ты здесь на таких эмоциях об этом говоришь, как будто бы по этому поводу с тобой кто-то спорит. Мы же уже определили, что там демократии как таковой, какой мы ее представляем, какая она должна быть там, если говорить по модели западной страны, то ее такой там не было. Здесь с тобой об этом никто не спорил. Почему вот эти эмоции, как будто бы здесь кто-то тебе противоречит? Да, не противоречил. Мухаммад говорил, Он что не там противоречил. там Мама тебе говорил про демократия. свободу В слова, чем? журналистику. Чего говорит? Тебе говорили Про про свободу журналистов, слова, про свободу журналистику. слова. Свобода слова, журналистика. Я изначально сказал, что это фон был, который использовался. Но он Нет, был? это не значит, что если его использовали, то вот договорились с ними. Давайте мы вас будем использовать. Нет, их просто вот темные пустили, давайте, создавайте Слушай, фон. здесь вопрос не в том, их использовали или нет. Вопрос в том, что они были или нет. Вот в чем Они вопрос. были, конечно. Они были. Вот и все. Мы тебе только это говорим. Дальнейшие рассуждения твои, мы даже не будем с тобой об этом спорить. Понимаешь? Но просто отрицать, что это было, короче, это ну, очень странно. сенсей, ты не дал мне договорить. Короче, Тумсо, то, что тебе отвечал, если оппозиция не значит, что хорошие, то просто когда они, ну, для них антигерой это Путин, а мы знаем, что это очень плохо, как бы, да, и когда они пытаются его свергнуть, естественно, они себя позиционируют как хороших ребят, как добродетелей и так далее, потому что они хотят убрать зло, понимаешь? Поэтому с них спрос идет, и с них логично спрашивать, да, то, что раз вы приходите, у вас должно быть как бы восстановление наших Слушай, прав, никто там, к с примеру, этим и не так далее. спорит, субханаллах. Почему мы переходим на какие-то непонятные споры, как будто бы об этом кто-то с вами спорит? Ну просто ты мне предъявляешь Нет, якобы, я тебе что не предъявлял. Ты просто такую концепцию выстроил, что как будто бы если оппозиция, то значит они за свободу Кавказа должны быть.
Но нет, Не, это оппозиция уже – это сугубо говорит наша только лишь о том, позиция. что они на других позициях от власти. Вот и все. А другие позиции у них могут быть по другим вопросам. При этом, например, Ходорковский, он ровно такого же мнения, как и Путин по поводу Кавказа. Ну да. Но это ведь не значит, что он не оппозиция. По другим вопросам он оппозиционен. Ну, никто не спорит. Но это не значит, что он наш друг. Это же Ну, такие конечно. простые азы. Почему мы на эти темы спорим? Потому что изначально Нет, суть тема в том, была что... модель Запада, демократия, и вот, то есть республиканцы, например, и демократия. Я говорил, что это естественное противостояние, у которого есть традиция. У меня этого не было в России изначально. И еще смотри, насчет Ходорковского отмечу один момент, что очень важно понимать. То есть, вроде бы у него, ну, то есть, к чему мы все это говорим? Мы говорим это к их лицемерию и к тому, что все они заодно. И то, что оппозиция, ну, то есть, почему они не настоящая оппозиция? Дело не только в позиции насчет Кавказа, а, к примеру, тот же Ходорковский, он сидит и на своем канале выкладывает такие вещи, там, например, что там в Чечне что-то произошло, якобы нарушение прав человека, там насчет какой-то девушки, еще что-то, ну, такие вот провокационные закидоны делают. И, то есть, если его волнует жизнь хоть одного человека, да, в Чечне конкретно, и что там происходит, то его должны волновать все остальные вопросы в этой тематике. Кто То это? есть Вот, это это нелогично. где можно прочитать вот это? Чтобы быть оппозицией, и тебя, если ты оппозиционер, и тебя волнует жизнь кого-то, то тебя должна волновать и жизнь другого. А если тебя другого жизнь не волнует, значит, ты не оппозиционер. Вот это где-то есть, это, я не знаю, откуда это передается. Не, ну смотри, это же логично, если одного человека... Послушайте, ребята, подождите, Если мы одного... только что вроде бы сошлись, но ты снова, Бергман, делаешь ложное заявление опять. Ты Почему? согласен с тем, что оппозиционер – это просто тот, кто оппозиционные взгляды власти. При этом у него в Да, чем-то да. могут с ними взгляды сходиться, но в целом он против власти. Он хочет эту власть заменить собой. И это значит, он оппозиция. Ты с этим согласен? Ну, При этом и в те плане могут быть смены за то, власти, чтобы да. жрать детей. Ага. Да, они вот вместе хотят жрать детей, но вот в вопросах, допустим, посадки деревьев, у них разные мнения. И эти хотят эту власть свергнуть, они против этой власти, искренне борются с ней. То Ну они так изначально мы почему оппозиция. здесь, Мы с этим собственно, согласны? собрались? Мы Не, всегда нам делаем надо, упор, подожди, что касается Бергман, мне нас. надо ответ на этот вопрос, потому что иначе мы дальше не можем двигаться. Мы должны определиться, да, с простыми азами. Мы согласны с тем, что оппозиция – это те, кто действительно противостоят власти. И неважно, они могут быть нам очень неприятны. У них взгляды с властью, могут сходиться с властью в отношении нас. Но если они действительно стремятся к тому, чтобы эту власть сменить на себя, то они в рамках этой страны являются оппозицией. Мы согласны с этим? Формально, да, формально, да. Чтобы, когда мы говорим, что это не оппозиция, мы подразумеваем, что они играют роль оппозиции, но на самом деле они работают на власть, как, допустим, КПРФ, ЛДПР, вот эти вот системная оппозиция, как ее называют, они на самом деле не оппозиционеры, потому что они не стремятся сменить эту власть на себя. Они на самом деле работают на эту власть. Но те, кто на эту власть не работают и действительно стремятся ее свергнуть и заменить ее собой, они являются оппозицией, даже если они вместе с этой властью против нас. Мы с этим согласны? Я с этим не спорю. Например, Немцов. Формально, да. Для меня оппозиция, она может быть намного коварнее, намного ужаснее, например, той власти, которая существует. Например, возьмем как бы оппозицию царской империи, да, которая была. Она вот обманула, да, людей, обманула, пришла к власти,
там им могли, например, тот же Кавказ навтыкать мог, да, там, стать за батюшку царя, который тоже нехило истреблял этот Кавказ. И навтыкать это, как бы сказать, ну, по крайней мере, в той России не было, которая есть. Они обманули, пришли, вот они же коварнее оказались, это оппозиция. Еще геноциды устроили дополнительные. Потом пришел тот же как бы как его, Ельцин, тоже оппозиция была. Это оппозиция была, это не демократия была, это оппозиция к той власти была, которая, например, Горбачевская, которая там свободу слова, вот это вот. Они пришли и обратно закрутили по всем фронтам тот же Кавказ. Конечно, оппозиция не знает, что это добродетель какой-то. Тем более у нас, в нашей история Кавказа, каждый раз эта оппозиция приходит и делает ужасные вещи. Ну вот об этом я и говорю, Но ты поэтому я даешь ставлю оценку акцент. оппозиции, а мы констатируем факт. Ты говоришь, оппозиция может быть плохая, и по истории она была плохая, да, но это не делает ее не оппозицией. Да это Так я понятно, и но Например, говорю. нам же суть не Немцов. в терминах Немцов там был, определиться. по-моему, Мы вот же, я до сих пор не помню позицию Немцова по поводу Чечни. да, все там то же самое, одно и то же. Немцов, Был кстати, ли он собрал тогда 1 оппозиционером? миллион подписей против войны в Чечне. Он собрал тогда 1 миллион подписей в Нижегородской области, привез их и отдал как бы в Кремль и Ельцину. То есть такие моменты были. Просто деньги тратятся, а не против траты денег, а так-то в целом и ребята умирают, там, погибают. Так в целом они особо не против войн бывают. Если послушать российских, вот нынешних, там, навальнят всяких, они когда что-то говорят против войны, они говорят, столько денег потратили, да лучше бы там дорогу сделали. Ой, столько необученных ребят, говорит, непрофессиональных военных отправляют, они там умирают. Ну, то есть, по их мнению, надо профессионалов обучить, отправить, чтобы они эффективно там людей убивали. Они даже не думают, как они звучат, наверное. Ну, скорее всего, они просто выдают то, что у них внутри. А я, знаете, что еще не могу понять? С точки зрения, если той же российской оппозиции поставить себя, да, на их место, то, в принципе, их подход, чтобы прийти к власти, он логичен. То есть, если они будут желать развала собственной страны, то навряд ли их народ будет поддерживать, и навряд ли они придут к власти. То есть, в принципе, с их точки зрения, они все логично делают. Мы-то собрались не для того, чтобы их точку зрения учитывать. Мы-то смотрим. Главное, что касается нас, как бы от этого отталкиваемся. А так-то для какого-нибудь там Навальненка, конечно, там прекрасная Россия будущего, где он там самолетики пускает с окна. Как бы ему может нормально где-то там в Бутово себе. Я себя вообще не определяю как россиянина. Я себя не определяю как часть российского общества. И я не считаю себя оппозиционером российским. Вот в чем главная тема. Единственный вопрос в другом. Можно ли вступать в какие-то коллаборации, в какие-то тактические союзы с той или иной оппозицией, с той или иной силой и получать от них какую-то выгоду в отношении нашего независимого государства и нашей борьбы. Главное определить, оппозиция, она под видимость фейковая или настоящая. Вот, Трудно. ну вот в истории мы, как бы сказать, вступились за красных, да, то есть не то, что вступились, мы как бы согласились с ними, то есть договор у нас был, да, кавказских народов. Но они обманули прямо, вот, в Обманули. прямом смысле. То же самое Ельцин, когда... Они сказали, выберите нас, самое будете Ельцин, сами. то же самое Ельцин сказал.
берите свободу сколько хотите, тоже за него мазу, значит, то есть не стали, например, те же кавказские народы или там Татарстан, Башкортостан, потому что они не захотели федерацию, вот федерация, мы будем в России, ну, федерация будет, тоже обманули, поэтому вообще в будущем где-то, если какая-то оппозиция в России будет, что-то там, как бы сказать, вот пошли к черту, вот один голос должен быть от всех народов, идите к черту. Вымирать. Да может она реально оппозиция. Сначала узнать, а потом Да послать. какая Нам реальная? это А не я интересно, нам нужно отделение, нам плевать. я не знаю, еще раз какую-то оппозицию там поддержать, что ли? Да ну, вы что, шутите? Вот. Вот, как Ходорковский сказал, представьте, если эта мразь пришла бы, да, там, раз Путина, там, эта мразь пошла бы еще раз убивать якобы там Кадырова, свергать, там, пошла бы еще раз убивать и как бы равнять, например, я говорю, из-за западла равнять, как бы сказать, города там Чечни. То есть сравнял бы, там эти были боевики, там, нам пришлось там и т.д. и т.п. Правильно. Мы не в их правовом и нравственном поле. Они нас считают не своими гражданами. Ну, я гражданин Азербайджана, и даже граждан Чеченской Республики. Они говорят, что считают своими гражданами. Они их не считают. Но я не вам это... Приезжие говорят. Я не буду это вам объяснять чеченцам. Так понятно. Кстати, личность Хасбулатова в истории чеченского народа положительная или отрицательная? Просто шваль. Просто их, как бы, этот манкурт был, и все. Даже обсуждать этого человека смысла нету. Просто партийная, единица была, которая исполнительная была до такой степени, я не знаю, прошитая, вот. А в интересах нашей независимости, если делать какие-то коллаборации, вступать в какие-то Ельцин тебе тоже союзы. давал. Ельцин тебе то же самое говорил. Он же говорил, мы вот берите свободу сколько хотите. Те то же самое тебе и эти будут говорить, естественно. С учетом, То же самое Ленин говорил. ошибок, как говорится, нужно учиться на том, что было. Поэтому первое же их предложение, их надо послать подальше, оппозицию. Подальше. Близко не подходите, черти. Отцу избитый опытом. Предложение, ты в смысле какое-то конкретное предложение ты говоришь? Мы сейчас говорим в целом. Посмотри на эту оппозицию, которая представляет якобы интеллигенция, как бы политическая интеллигенция России, которая позиционирует себя оппозицией той власти, которая сейчас в России. Ты посмотри, что они говорят, послушай, что они говорят. Не, ну она не однородная, она как бы разная. Там есть люди, которые в церкви говорят, нам абсолютно мы не чураемся там идеи независимости Чечни, там есть как бы такие заявления. Вот их в первую очередь и надо опасаться. Именно те, которые это говорят. А те, которые открыто говорят, что вот их позиция, вот они, как бы сказать, с ними ты их знаешь. А этих надо конкретно остерегаться как раз таки. Мне кажется, мы слишком много уже о них говорим, они этого не стоят. Лучше поговорить о животных. Они стоят выше. Просто прикол в том, что эта оппозиция, она хоть как-то представлена здесь, на Западе. И эта оппозиция имеет хоть какой-то вес. Не такой сильный, конечно, но все-таки они какие-то свои интересы могут лоббировать. Не, ну конечно, она мы, будет к сожалению, не большая можем ничего страна. делать. У нас нету ничего, у нас нет никакого представительства, мы не можем никакие свои интересы лоббировать. Вот, к сожалению, разговоры у нас как бы высокие, а по факту под этими разговорами нету ничего. Вот в У чем нас проблема. есть Ахмед Закаев. Мама, Россия тоже не, как бы, никто не лоббировал ее, ничего, никак, и когда она выходила из
Золотой Орды. Она вышла в итоге Холцина, какая-то периферия, которая там, с которой собирали дань Холцина в лаптяха. Вот в итоге она стала империей, с которой считался весь мир. Почему ты думаешь, если где-то в Европарламенте нас как бы никто не лоббирует, то мы в таком положении будем всегда. В историческом отрезке, например, это совсем недавно было, абсолютно. Тем более, те времена, они были, как бы сказать, подлиннее, без этих технологий. А сейчас временной поток, он намного быстрее, то есть события намного быстрее происходят. Почему ты думаешь, вот обязательно нас кто-то должен лоббировать где-то? Мы без России, Я Дон, 2 вообще не месяца понял, не почему выдержим. ты мне этот вопрос задаешь. Я не сказал, что нас кто-то должен лоббировать. Я сказал, что мы не можем свои интересы лоббировать, а не нас кто-то лоббировать должен. Я вообще такое не сказал. Мы даже месяц, Дон, не выдержим. Я сейчас вообще не о Европарламенте, но, в принципе, было бы неплохо, конечно, в Европарламенте голос иметь, но у нас элементарных вещей даже нету. У нас нету элементарных выходов на каких-то высоких политиков. Мы не присутствуем на каких-то встречах. Почему мы не присутствуем? Вот Кутаев сейчас в ПАСЕ у нас. Ну да, вот. Правда, он как только есть. российский оппозиционер, но тем не менее. Да, к сожалению. И самое интересное, времена такие, когда упраздняется именно вот эти международные институты. Как упраздняются? Не так формально, вот мы упраздняем. Как бы мы видим ситуацию в мире, обратно возвращается вот этот вот тренд сила, как это было? Сила... Право сильного. Право сильного. До этого была сила права, да, вот так. Меняется вот этот тренд, и все вот эти вот международные организации наднациональные, они уже упразднены неформально. Просто вот осталось вот этот вот формальности, вот они этому и двигаются. Поэтому вот это где-то там представляет кого-то, что-то, это просто суета, алхет, это мое и личное мнение. Это не значит, что это правда. Нет, в целом от тебя идет один скептицизм по всей этой теме. Ну а что тогда ты как бы предлагаешь? Вот ты говоришь, оппозицию послать. Окей, оппозицию послали. Власть тоже послать. А с кем договариваться тогда? Вот сейчас международные институты, допустим, это все тоже ерунда, не работает, все послать. Окей, а вот вопросы депортации отсюда, там, которые каждый день возникают, как с ними быть? Ну, как-то надо же дальше работать. Я думаю, Арцуев Нет, договорится. почему я не говорил, что вот посылать надо. Я конкретно говорил за российскую оппозицию, которая попытается там какие-то как бы заключить договор. Я же не говорил про институты, которые до сих пор работают, но упраздняются, то есть европейские. Ну, окей, Я вот говорил, давай давайте. оппозицию возьмем. Хорошо, оппозицию мы послали. Ты же говоришь, сегодня ее послать, не завтра, или как ты говоришь? Да, сейчас послать. Вот хорошо, если сегодня есть же послали, оппозицию послали. А с властью что делать? Власть тоже посылаем? Какую власть? Российскую. А мы что с ней сделаем? Ну, как что сделаем? Мы оппозиции тоже мы ничего сделать не можем, мы ее послали. Власть посылаем следом за ней? А власть то как бы априори послана, нет? Ну, я тоже, да, так думаю, согласен. Получается, мы всех их послали. Да. Так, а дальше что делаем? Так, что делаем? Вот 90-е годы, 17-е, например, да, в истории России были какие-то там турбуляции. Вот эту турбуляцию ждать. А если ты сейчас с кем-то договоришься, они в эту турбуляцию... Ну смотри, дождались мы турбуляции. Окей, вот смотри, завтра она пришла. А что дальше? Мы же послали всех тех, кто в этой турбуляции туда к власти приходит. Как тогда нам? С кем-то же надо договариваться? Ну, это не значит, что в этой турбуляции придут конкретно те, с кем ты там договорился. Давай даже учтем, что пришли те, с кем ты договорился. Нет, мы не говорили про договор. Подожди, сенсей. Никто про договора не говорит. Мы говорим про послание. Ты не говорил вообще, что сегодня нужно договариваться или нет. Ты говоришь, что нужно послать.
Мы всех послали. Никого сегодня не осталось, с кем бы у нас был бы какой-то контакт. И вот завтра кто-то из них, других там нет. Не придут люди из других стран или инопланетяне. Эти же россияне, кто-то из них там станет властью. Вот как быть в этой ситуации? Ну, Дудаев показал, как быть. Ну, Дудаев-то как раз-таки и договаривался, и даже позицию конкретную занимал. В путь Нет, поддержал Ельцина. Изначально он конкретно в Яндарби же было как бы актором всего вот этого, нет разве? А Яндарбию, он что, договаривался, что Чечня будет, как бы сказать, федерация или Чечня будет? Яндарбию послал их просто, сказал, мы будем независимым государством, все. Нет, это Дальше, мы скажем, но тебе даже после того, как ты это говоришь, тебе-то надо как-то договариваться, какие-то отношения выстраивать. А если нет, если ты говоришь, опять-таки, ты здесь на опыт ссылаешься, ну вот тебе печальный опыт этого послания, что у нас получилось. Вот тебе как Так бы. у нас есть печальный опыт, когда мы договорились, например. Совершенно верно, но договариваться по-любому придется. Вот хотим мы этого или нет, придется. Тумсо, на своих Причем условиях. договариваться нам придется не на правах сильного, вот это тоже надо сразу определить. И нам придется идти на уступки. И этот договор, который мы в конечном итоге подпишем, в нем будет очень много неприятного для нас. Но придется нам это сделать. Вот с кем-то же, нужно же как-то себе оставить это место, чтобы у тебя была возможность этой договороспособности. Но не с оппозицией, которая тебя всю жизнь... Тогда с властью получается. Да, тогда с властью договорить, что мы уходим, вы делаете, что хотите. А с властью, смотри, а с властью ты сам сказал, она уже и так послана. Подожди, ты же сам сказал, что власть уже и так послана. Как ты с ней будешь договариваться? Нет, я говорил про турбулентность. Ты не выкидывал вот этот момент нашего разговора. Мы говорили вообще о турбулентности. Турбулентность – это момент ослабления самого государства и самой власти. В момент ослабления этого государства и самой власти у него назревает договоренность, то есть он предлагает тебе. Ну там-то ты не знаешь, кто туда, вот момент этой турбулентности, ты не знаешь, кто там будет. Может быть, вот эта оппозиция там и будет. Вот тебе власть говорит, смотри, говорит, например, Боас, власть. Вот эти люди придут, они вас обманут, например. Мы вам дадим то-то, то-то, то-то. Давайте, только нам нужна страховка. Давайте нам оружие, давайте нам там ПВО, давайте нам все. Чтобы мы не поддержали эту, как бы сказать, эту оппозицию, которая хочет прийти, которая хочет вас свергнуть, потом будет преследовать вас и ваших близких и родных. Давайте нам все, что нам может пригодиться как независимому государству, и мы будем партнерами. Ну, вот как вариант, окей, это как вариант, но там может быть и другой вариант, что там уже не будет никаких даже разговоров об этом. Вот как было тогда, когда просто смели эту власть, и пришли вот новые, вот эти как раз ребята, если придут из оппозиции. То есть я имею в виду, почему вот эта позиция их сегодня послать? Вот зачем тебе их посылать? Ты какой из этого получаешь прок? Тебе какая польза с этого? А в России разве есть оппозиция? Почему их не просто на таком холде не держать? Там, где надо, где-то... Смотри, есть явно враждебные такие люди, как, например, Ходорковский. И я здесь вообще, у меня нет никаких вопросов. Здесь я смотрю с позиции, что тот, что этот, для нас нет разницы. Но те, которые вот такую враждебность не проявляют, почему не например, те же, та же команда Навального, например, тот же Карамурза, например. Ты слышал интервью? Карамурза это вообще тот же самый Ходорковский. Окей, давай Карамурзу уберем это имя. Вот, допустим, Любовь Соболь. Вот она сейчас в ПАСЕ. Вот приблизительно, зачем ее посылать? Вот она не говорит, она никаких заявлений о том, что будет воевать на Кавказе, она не делает. Почему нужно послать именно? Нельзя вот как бы... Мы не против, если Соболь лично приедет воевать. То есть почему я имею в виду, такая у нас вот эта недальновидная позиция, надо всех послать, а потом что делать? Хорошо, мы их пошлем.
А что мы дальше будем делать? Вот тут в чатах сидеть и хвалить, кукушка хвалит петуха за то, что хвалят ну, кукушку. Вот, мы вот так будем чаты просто вести. Ну да. Знаете, мысль какая-то, что я просто иногда сбиваюсь с мысли. Например, смотрите, вся фишка заключается в их системе, именно в российской системе. Каждый раз, когда у них приходит какая-то оппозиция, у них вот этот процесс турбулентности и становления, у них нужно отвести взоры людей в сторону, пока они будут распасовывать, как бы сказать, власть по карманам. Каждый раз, когда приходит эта оппозиция, они начинают распасовывать, но им нужно отвести взоры людей в сторону. Они выдвигают, как Дудаев говорит, вычленяет самого слабого, нападает на него, и начинается вот это вот, как бы сказать, каша-малаша, пока люди там заняты, СМИ там говорят именно об этом. Эти пока оспаривают свою эту власть, по карманам засовывают все, что нужно. Именно в этом опасность этой оппозиции, потому что они уже... Сенсей, мы это поняли, мы же это поняли, и с этим с тобой никто не спорил. Причем здесь это? Ты говоришь их сегодня послать, я тебе вопрос задал. Какой смысл? Какая польза, если ты их сегодня пошлешь? Я говорю, например, власть в момент турбулентности, ослабления государства и самой власти, лучше с властью договориться, той, которая есть, которая уже освоила. Согласен я, окей, но я тебе говорю, а ты допускаешь такое, что уже не будет этой власти? Вот ее уже все, ты не успел. У нее не будет шансов ни с кем договариваться. Такое же может быть? Почему да, ты сегодня хочешь послать, я имею в виду? Почему? Какой тебе с этого плюс, если ты сегодня кого-то пошлешь? Потому что то, что я сейчас сказал ранее, у меня есть опыт. Если у меня есть опыт, я не хочу этот опыт, опять-таки надевать этот опыт на свою голову. У тебя нет опыта, когда кого-то не послали, из-за этого произошло что-то. У тебя нет такого опыта. Понимаешь, это проблема не в том, что кого-то не послали. От того, что сегодня мы кого-то не пошлем, от этого нам завтра ничего плохого не будет. Мы не послали Ленина, мы не послали Ельцина, вместо того, чтобы поддержать Бухарев власти, сам договориться, Яндарбиру и Дудаеву сказать, давайте, ребят, мы вас поддержим, только нам нужна будет такая-то, и условия поставить. Вот эту чучелу мы поддержали, это чучело пришло, потом это чучело расставило своих, как бы сказать, свои приоритеты. Подожди минуту. Это с кем должны были туда Ерпиевым договориться? Те, которые были там, Бухарбеш, Миршбар, власть. Ага. Как так их же, Субханаллах, ты так говоришь, как будто бы их мы не поддержали, и поэтому их там снесли. Так мы, по-моему, поддержали Ельцина, нет, разве? Дудаева? Ну, это такая чисто была поддержка. Это не действенная поддержка. Ну, окей, даже если представить, мы бы туда поехали все вместе и там поддержали бы. Неужели непонятно, что мы там вообще капля в море? Это поддержка имеется в виду региональная поддержка. Вот мы, короче, за ту, там, например, Назарбаев тоже поддерживал ту власть. Если вот так вот все поддержали бы ту, которая уже укоренена, которая была, с ней договорились бы, а не с этими чучелами. Вот что-то может быть. И их всех посадили бы после путча, и что мы делали бы дальше? Ну, может, нам удалось бы договориться о своем суверенитете, своей федерации. Может, что-то было бы. А эти пришли нас просто, как и в 20-х годах, 17-х годах. Аллах, Сенсей, ты о чем говоришь? Я Аллах, как ты, с кем ты вообще в этом временном промежутке ты ориентируешься? А как ты договоришься? Ну, признай вообще, признаться, где хогудицу шу. Признаться, где хогудицу. Чего? Понятно, всем. Я запутался. Хогудицу шу. Субханаллах. Ага, вот Горбачев есть, СССР. Это 90-й год, еще есть Горбачев. Мы с Горбачевым договариваемся. Горбачев и так нам дает, как бы этот закон принимает, мы принимаем постановление об этом, декларацию о суверенитете. Мы то, о чем ты говоришь, мы так и делаем, мы так и договариваемся. Но потом, пока мы вот с ними это сделали, там Горбачева не встает. Все, союз рушится, там появляется новая власть.
Ты кого нам предлагаешь теперь поддерживать? Путчистов? Ну, хорошо, поддержали бы мы путчистов. Но не стало этих путчистов, все, снесли их. Дальше что надо? А все равно нам надо с этой властью договариваться. Я не знаю, в чем ты меня просишь Вы о признаться. чем Я с вообще с удовольствием ними готов признаться тебе. договариваетесь? Я не знаю просто. What it is. Наверное, вывод в том, договориться с кем угодно, без разницы, главное получить страховку. Не, мы так говорим, как будто бы это, знаете, в наших силах. Вы что думаете, Дудаев, Масхадов, они не хотели получить страховку эту, что ли? Басаев Я писал просто... письмо Путину, открытое письмо, да он там просто на все был согласен. Только суверенитет сохраните. Рублевая зона, общая таможня, граница, единый этот союз таможенный. Все, во все готов был вступить. Только дай суверенитет оставьте. Не дали? Тот же Дудаев, слова которого сенсей приводит, но Том тоже здесь как раз отметил, что Дудаев, получается, словесно, можно сказать, да, поддержал Ельцина, то есть тоже он против путчистов, хотя он делал то заявление, которое ты говоришь, сенсей. Тут просто проблема в том, что ты как рассуждаешь, сенсей, как будто у нас есть, как Трамп любит говорить, карты на руках. Типа мы такая сильная сторона, и мы там условия диктуем, типа мы так хотим, мы сяк хотим. Но тут, к сожалению, приходится действовать, работать с тем, что есть. У тебя не бывает такого, что ты условия диктуешь, что тебе приходится идти на компромиссы. Твоя нация всю жизнь работает тем, что есть. Результат видно. Вот смотрите, здесь мне написали сообщение как раз по этой теме. Вот ты говоришь, что придется с кем-то договариваться, и договор этот будет не на правах сильного, и в этом договоре будет немало того, что нам не понравится. Тогда в чем ты противник Кадырову? Он тоже прямо говорит, что никогда в жизни чеченцам не дадут быть свободными, и поэтому мы заключили с Россией федеративный договор, и это как бы наша подушка безопасности в мире монстров. Получается, это тоже в поедании детей на одной позиции с Кадыровым, но в посадке деревьев оппозичен. Но ты в своем вопросе как раз-таки и вот этот ключевой момент сам упомянул, что это вопрос суверенитета. То есть если ты так в этом параллель проводишь между мной и Кадыровым, тогда и между Басаевым с Кадыровым надо провести параллель. Потому что Басаев в своем открытом письме на все буквально там уступки шел, лишь бы суверенитет сохранить. Проблема Кадырова в том, что он как раз-таки этот основополагающий вот этот принцип суверенитет продал. Нам никакие договора мы, конечно же, не будем подписывать, которые лишают нас суверенитета, нашей свободы. Но для того, чтобы получить этот суверенитет, восстановить его, чтобы быть независимым государством, ради этого мы идем на уступки. Ради этого шел Басаев на эти уступки. Ради этого Масхадов просил сесть за стол переговоров. Ну что, Вы я думаете, это не Масхадову хотелось... Инсалла. Слышно сейчас? Yes, because... Я говорю, что наша независимость зависит не от конкретных личностей, оппозиции и так далее, а в целом от русского народа. Потому что если какой-нибудь там оппозиционер придет к власти и соберется дать нам независимость, его уже больше не будут поддерживать большинство, а именно русские. Об этом и Джохар Дудаев говорил. Согласен. Поэтому, чтобы поменять их отношение к нам, это, как опять-таки говорил Джохар Дудаев, это надо поменять всю Россию. Согласен. А как это делается? Это же как раз и делается путем прихода к власти тех людей, которые меняют мировоззрение этого народа. Так Я это и думаю, работает. Это катарсис какой-то политик или, не знаю, какая-то партия не поменяет это. А поменять
в целом такой большой народ может тотальное поражение, как в свое время Германия потерпела поражение. И пока Россия не потерпит такое тотальное поражение, у них в голове ничего не поменяется. Ну, я соглашусь в том, что поражение, конечно, меняет, но не обязательно. Та же Германия, потерпев поражение, как раз-таки начала Вторую мировую войну. Так что там и наоборот может это сработать. Но я не согласен в том, что не только поражение, не только таким путем можно менять. На самом деле гораздо более проще мнение людей, общественное мнение меняется с помощью СМИ. Когда приходят к власти люди, допустим, лояльные какой-то идее, они постепенно сначала потихоньку, там, расширяя это окно Авертона, говоря об этом, потихоньку общественное сознание меняется. Так что в целом есть разные механизмы, как поменять людей, как поменять страну. Германия в Первую мировую потерпела не такое сокрушительное поражение. Они считали, что их, ну, как это выразиться, обманули, что ли, или как-то, ну, Унизили. они не такое сильное... Да, унизили их, и они реванш хотели взять, но они и близко не потерпели такое сильное поражение, как во Вторую мировую войну. Поэтому... Ну, это после все-таки оценки. Второй Давай мировой мы с тобой... они по сегодняшний день пацифически настроены. Это все-таки твоя оценка, с ней не обязательно как бы быть согласным, я с ней не согласен. Поэтому здесь мы каждый останемся при своем мнении, что это было не такое тотальное поражение. Ну, окей, это твое мнение. Но я тебе говорю о том, что не обязательно страну нужно менять с помощью поражения. Есть и другие механизмы. Это Европа не так давно очень была консервативной. И поменяли ее не с помощью тотального поражения. И теперь она без какого-либо тотального поражения обратно идет в консерватизм. Поэтому в целом менять общественное настроение можно и без поражения. И за последние 150 лет Россия потерпела 2 поражения, когда царская Россия и когда СССР рухнул. Но карта осталась та же. Не такое сильное поражение. Вот Германия после Первой мировой, они проиграли земли там на Востоке, но не настолько, как во Вторую мировую войну. И во Вторую мировую войну на них сбросили столько бомб, столько городов разрушили. В Первую мировую войну даже близко не было такого урона. Поэтому, ну... Нет, когда ушла царская Россия, это не поражение, когда прошел Союз. И когда Союз рухнул, это не поражение, но карта все равно осталась та же. России. Опять у нас идут оценки. Один так оценивает, а другой по-другому. Нам нет смысла спорить об оценках. Мы согласны же с тем, что не обязательно, чтобы поменять сознание людей, нужно их разбомбить. Не обязательно. То есть для этого есть и другие методы. Пример можешь привести? Ну, я же привел только что. Та же Европа, она не так давно, она была очень консервативной. Никаких гей-парадов ты бы здесь даже предположить бы не мог. И к этому всему она пришла без поражения тотального. И сейчас как раз таки Европа как раз таки проиграла. После Второй мировой войны они свою лидирующую роль как бы передали, так сказать, Америке. Вассалы и это Америки. большое поражение. Окей, хорошо. А до этого хорошо, Британия, хорошо, сразу Франция... давайте, дальше ничего не продолжать. Сразу давайте, Америка. Она-то хорошо, она же выиграла. Вообще никакой войны не было, никогда ее не бомбили.
Но при этом Не, она не, стала Ну такой вот же. поэтому как они это, налево, направо сейчас везде, как да, этот, наглым образом себя ведут, да, позволяют себе все, что угодно. И, кстати, именно Да мы же не об Америка, этом говорим, мы же говорим она, о сознании людей. Они-то были другими, у них там недавно да. рабовладельчество было, черные были ограничены в правах, это все у них было, и это все поменяли без тотальной бомбардировки Соединенных Штатов Америки. Понимаете? Нет, ну поменяли непосредственно их быт, но не поменяли их, например, Конституция у них была, нет, есть их быт, фундамент. нет, их быт поменяли, но не их путь поменяли. То есть Их их сознание амбиции, поменяли. Их нет, сознание поменяли. их сознание поменяли в какую сторону? Вот как раз-таки это, Да в Вторая любую. мировая война. Ты сейчас уходишь не туда. Здесь смысл в том, что его можно поменять. В любую сторону можно поменять без тотальной бомбардировки. Вот о чем речь. Ну все, их сознание народа поменяли, но их стремления, их амбиции поменялись народа. Их военные, их люди, которые работают на заводах. Все вот это что-то поменялось. Да, геи, ну, они геи, шовинистами и раньше не были они, да, американцы, чтобы что-то их геями поменять. Они стали, были, да, ничего себе. У но них там воинствующими черные вообще геями стали. людьми не считались. Как это они не были? Они расистами были. Расисты — это другое. Я имею в виду шовинистами, чтобы захватывать какие-то другие земли, там, империю свою создавать. Они только Вы знаете, сейчас... смотрите, мы говорим, вот человек, он болел и он выздоровел. А вы говорите, но он же не этой болезнью болел. И мы говорим, что в целом, если человек болеет, он может выздороветь. И для того, чтобы он выздоровел, не обязательно его именно вырезать ему что-то. Его можно вот таблетками вылечить, там, лечением каким-то. А вы начинаете приводить точные вот параллели. Ну, это именно вот так. Я вам не об этом говорю. Просто согласитесь с тем, что не только бомбардировкой меняется сознание людей. Просто с этим согласитесь. Неужели даже с этим вы будете спорить? Не, ну любую империю назови до ее развала, чтобы она отпустила какие-то колонии. Время меняет. Есть еще историческая память. Если русские Я бы не будут сказал... смотреть на Кавказ как на Крым, то ничего не поменяется. Томсон, можно я вмешаюсь? Да, давай-ка возьмем вот пример КС, который ты привел. Ты сказал, что ну вот сегодня поэтому там Америка беспределит. Сегодня они тебя так ведут. Хорошо. А Германия это же положительный опыт получается, правильно? В каком смысле? Ну, ее разбомбили, и она как бы перестала быть шовинистской. А Германия была шовинистской, нацистская Германия? Ну да. Хорошо, а вот сегодня, например, в Германии, я здесь живу, я вижу обстановку, 26-27% поддерживают сейчас праворадикальную партию, которая потихоньку возвращается к этим шовинистским корням. Как это тогда работает? Почему сегодня идет регресс? Я бы не сказал, что они шовинисты. Это, во-первых, на восточных Ну, ты землях только что основная сказал, их что поддержка. шовинисты. И одновременно, смотри, одновременно быть сторонником нацистов и сторонником России, которые их разгромили, этих нацистов, это как бы Я несовместимые вообще не вещи. упоминал тут Россию, я сейчас не упомянул отношения АФД к России. Я вообще говорю по другим пунктам, по которым они во многом уходят туда, к своим корням. Их выражения, у них есть вообще отделение партий в той же Саксонии. Есть у них депутаты известные, которые входят в правящую состав этой партии, которых суд официально разрешает называть фашистами. Потому что они делают высказывания точно такие же, как были у СС, например. Они используют их терминологию, они вообще не чураются всех этих выражений. Они явно хотят потихоньку возвращаться к тем корням, так скажем, которые у них были. Конечно, не так явно открыто они это не говорят. Но есть, которые вообще не стесняются.
Ну, получается, ты опровергаешь Тумсо, значит, они сидели, терпели, то есть у них сознание не Не, менялось. наоборот, я не Тумсо опровергаю, я Э, наоборот, Ты его получается, ваш опровергаешь. пример опровергаю. Они сидели и терпели, получается, из твоих слов. Вот терпели, им надо было терпеть, они терпели, а сейчас они возрождаются. А в чем тут Нет, тогда опровержение Тумсо тогда? получается. Кстати, я бы не сказал, что американцы перестали быть расистами, просто они своего закона Тогда боятся, как и подождите немцы. секундочку, давайте, чтобы у нас диалог куда-то шел. Получается, если разбомбить, то все равно не помогает, потому что вот мы видим, что регресс происходит условно, что это как бы не лекарство от болезней. И то, что Тумсо говорит, тоже не лекарство. Тогда есть у вас какое-то другое предложение? Время. Смотри, Мухаммад, если разбомбить, то Германия теряет Польшу, Германия теряет Чехию, Германия теряет там Австрию и другие страны. То же самое, все империи теряют те колонии, которые, если разбомбить, имеется в виду. А если не бомбить, то они не теряются, Мухаммад. Ну Давайте, почему можно европейские еще страны один пример. отпустили там все африканские колонии, например, без каких-либо бомбардировок? Кто Та же отпустил? Франция, например, та же Голландия, Германия, Великобритания. Британия. Вот потому что Германия, вот, например, Германию через понятно Вторую утюжили, а вот остальные. через Вторую мировую войну они потеряли. Та же Британия свою Ну, империю, Британию же не та же разбомбили, она же выиграла, но отпустила. Она она полностью шнырем. она выиграла, но и не выиграла совсем. Она в свою Не, ну не разбомбили. лидирующую Давайте вы роль. сейчас уже сами свои же как бы заявления меняете на ходу. Там было сказано, что ее разбомбили. То есть даже пример было приведено, что в Первую мировую Германию не до конца разбомбили, поэтому это не считается, а во Вторую вот ее разбомбили. Но тогда не разбомбили эти европейские страны. Они даже того, что в Первой мировой с Германией сделали, даже это не сделали с ними. Даже 10% этого не сделали с ними. Ну вот они, вы просили пример, вот я вам привожу пример. Колонии отпущены. Эти страны сегодня независимы. Ну, давай другой пример. Османская империя, например, вступила в Первую мировую войну и проиграла, но не вступила во Вторую мировую войну, хотя если она вступила бы на стороне Германии, у нее были шансы вернуть хоть какие-то свои владения. Они не вступили в эту войну. Почему? Потому что был риск, что они еще больше потеряют свои территории. Наверное, во-первых, потому что во Вторую мировую войну уже не было Османской империи, первая причина. А во-вторых, уже если мы говорим про Турцию, почему она не вступила? Ну, потому что посчитала ненужным это. И правильно, да, были риски. А зачем это делать? А как это, как Потому это что у нее связано опыт с нашей был. темой? Просто как мы туда ушли? Я говорю, что чтобы обуздать ту или иную там империю или там государство, оно что-то должно потерять. У него должен быть печальный опыт, что ли. Не бывает такого, что какое-то сильное государство просто так отдает свои территории или там свои какие-то позиции. Просто если у этого государства есть все карты в руках, зачем ей что-то, какие-то территории уступать или там, не знаю я. Не, ну с этим я согласен. Это вообще не было даже спорить. Конечно, ты прав абсолютно. Вот и Не, нужно Россия должна. определиться, Просто эта что сила, важнее поменять здесь вопрос Давай. просто, знаешь, в чем? Слабость государства, которая ее стимулирует к тому, чтобы отпускать колонии, там, идти на какие-то уступки, это не равно разбомбить, уничтожить. Вот что я говорю. Не обязательно нужно его разбомбить и уничтожить. Это слабость Ну, может быть и это, другой. я имею в виду, какой-то урон нужно нанести этому государству, не именно там разбомбить, что ты прицепился именно к этому. Давление. Нет, Что-то, это же не Нет, он я к этому прицепился на самом не деле. прицепился, это ты сам это так сформулировал, потому что ты даже аргументировал тем, что Первая мировая это не считается, потому что не разбомбили как следует.
Это твои слова, это твой аргумент. Ну, пусть урон Германия не так много потеряла, как во Вторую мировую войну. Они какой-то город, Гданьск потеряли, еще там что-то еще, но не настолько, сколько во Вторую мировую. Ну, то есть мы же согласны с тем, что это государство должно испытывать какие-то трудности, но не обязательно, что оно прямо должно быть уничтожено. Мы вообще с вами начали с того, что сознание людей меняется по-разному. Почему-то вы не хотите это принимать. На самом деле самый мощный инструмент изменения сознания – это СМИ. Как СМИ, ни поражение, ничего не меняет сознание, так как меняет СМИ. Да, и время. То есть независимость Чечни зависит от настроения народа или государства империи. Мы сказали народ. Значит, нужно рассмотреть, как поменять сознание народа. Если русские будут смотреть на Кавказ как на Крым, то нужно очень много времени и СМИ, чтобы поменять эту историческую память. А что СМИ функционировали, ну, там разные СМИ, должна же быть демократия, да, Тумсо? Свобода слова должна быть, независимые СМИ должны Ну, быть. приблизительно демократия, я вот так имею в Да, виду. это обычно то, что А, присуще демократическим странам. а ты веришь, что в России может быть демократия, и при этом она может сохранить все свои территории? Слушай, это все-таки не вопрос веры. Это вопрос, возможно ли такое в своей основе. Возможно. Все возможно. На самом деле, вчера мы были гражданами Советского Союза, сегодня мы не граждане, завтра, наверное, граждане Китая. Все возможно. Ну, тогда будем ждать, пока российские СМИ не поменяют русский народ. Подытоживая эту нашу тему, мы немножко ушли от первоначальной нашей темы. Тема была такая, что посылать, нужно ли посылать, закрывать все пути, то есть портить отношения со всеми, с теми даже, кто какую-то враждебность не проявляет, портить с ними отношения, чтобы завтра не было вот этой возможности какого-то диалога. И я спрашивал, а какой нам с этого смысл? Если мы сегодня с этого получим какую-то пользу, то я, могу это рассмотреть и сказать, да, вы правы, давайте их посылать. Но если это не дает нам какой-то пользы, и вреда от этого сегодня никакого нет, то нам лучше сохранять возможность этого диалога. И анализируя наше недавнее прошлое, если вы посмотрите нашу первую войну и вторую, то там у нас очень сильно менялась наша же риторика. Если в первую войну мы по сути говорили с позиции сильного, можно сказать. Ну, даже если не с позиции сильного, точно не с позиции слабого. Мы на равнах с Россией разговаривали. И наша дипломатия на тот момент работала в лице Удугова в ультимативной такой форме. Мы не просили каких-то там уступок, переговоров. Мы прямо четко давили. Мы где-то проводили операции, потом на основе этих операций выставляли ультиматумы, тот же Буденновск, тот же Кизляр-Первомайск, потом операция «Джихад», захват Грозного. Все эти операции сопровождались ультиматумами, переговорами на равных. Мы вот так с ними шли. Но совершенно было другое дело уже, когда началась Вторая война. Особенно чем дальше она заходила, чем сложнее нам становилось, тем сильнее менялась наша риторика. И там уже и всевозможные уступки. До этого было сложно представить такое открытое письмо от Шамиля, допустим, где он столько уступок делал, от стольких от столького суверенитета по многим вопросам готов был отказаться, лишь бы сохранить эту свободу, сохранить основной суверенитет государства.
То есть это все зависит от наличия у тебя силы и от того, насколько у тебя противник твой силен. Поэтому сегодня надо тоже этот момент учитывать, что не факт, что наша вот эта следующая возможность, она выпадет на момент, когда у нас будет сила, что мы будем иметь возможность говорить с позиции сильного или там даже с позиции равного. Велика вероятность, что мы на тот момент будем тоже находиться в позиции слабого. И наш враг тоже будет не в лучшем положении, и будет возможность вот этого достижения каких-то договоренностей, которые, возможно, потом будут нарушены. Тоже нет никаких гарантий на самом деле. Но, тем не менее, договора заключаются. Худайбийское перемирие тоже заключалось на 10 лет, и оно было нарушено. То есть договора, они, да, нарушаются, но при этом, понимая, что они могут быть нарушены, их все равно заключают, потому что это благо. Худайбийское перемирие со всеми уступками, по сути, там мусульмане невыгодные для себя соглашения заключили. Однако Аллах назвал это перемирие великой победой в Коране. Поэтому в любом случае к заключениям этих договоров нужно стремиться, даже когда мы знаем, что этот договор не стоит той бумаги, на которой он написан. Однако, если это ведет к какому-то сроку, перемирию, который мы можем использовать, да, мы должны это делать. И вот на такие моменты мы должны для себя оставлять эту возможность разговаривать, договариваться с теми, кто эту враждебность не проявляет. Вот я там имена называл, допустим, но мне здесь брат скинул Каспарова, у меня вылетел из головы. Вот, допустим, этот же Каспаров, он открыто говорит там, что суверенитет, независимость Чечни, я вообще исхожу, он говорит, что это независимая страна. Ну, четкая же позиция. Она же близка нам, эта позиция. С таким человеком же, при этом у него там по каким-то внутренним их вопросам мы во многом можем быть с ним не согласны. Но, допустим, из-за того, что они там между собой что-то рубятся, зачем нам портить отношения с, например, Каспаровым? Вот зачем его посылать сегодня? А с какой точки зрения он это имеет в виду? Там мы типа независимые. Он же этим самым как-то, как это сказать, респектует Кадырова, что ли? Или Кадырову. Кто, Каспаров? Да, если он говорит независимое как бы государство, он этим имеет в виду, что Кадыров какой-то независимый. Не это имеет в виду. Он имеет в виду наш суверенитет. Он имеет в виду наш договор 97 года. У него там, я видел его высказывание по этому поводу, он там как бы очень близкую нам, приятную нам позицию в этом вопросе имеет. Но он раньше тоже говорил что-то подобное. Ну, там Конституция не действует, Кадыров делает все, что он хочет и так далее. Это, по сути, по факту независимое государство и так далее. Как будто они какие-то независимые игроки там. Ну вот, допустим, примерно такое высказывание нам не близко, нам оно не нравится. И вот мы теперь из-за того, что это нам не нравится, вот нужно его посылать. А при этом Кстати, у него... в целом Каспаров, да, такой здравый мужик по сравнению с другими. Не, он здравый мужик чисто по нашей теме. Там, когда ты в их внутреннюю кухню залазишь, там во многом с ним как бы можно быть не согласным. Но нас разве волнует их внутренняя тема, их внутренняя кухня? То есть я из этого исхожу. Вот эта категоричность, мы уже не в том положении Первой российско-чеченской войны, когда мы показали действительно высший класс, мы показали в войне, мы показали, что умеем воевать, умеем побеждать. Видите, уже во Вторую войну это все очень сильно изменилось, и не в нашу пользу. И вот нужно иметь в виду, что, возможно, мы следующие наши победы будем
одерживать или должны будем одерживать не только, а может быть и не столько на поле боя, сколько в дипломатической войне. Такое тоже может произойти. И к этому надо У быть нас, готовым. у нас за последние 100 лет было, по-моему, 2 шанса обрести независимость. Это когда Российская империя распалась и когда Советский Союз распался. Я это имел в виду, когда вот русские, если они не потерпят поражение, они даже разговаривать с нами не захотят о суверенитете, потому что им это вообще не нужно будет. Да, возможно. Поэтому они Согласен. да, у них, поэтому они должны потерпеть поражение, чтобы хоть как-то с ними разговаривать про независимость. Когда они сильные, им вообще нету смысла кому-то там независимость Нет, с этим давать и так согласен. далее. Просто это поражение, оно там не обязательно должно быть прям тотальным. Они могут просто оказаться в сложной ситуации, когда им будет выгодно согласиться на наш суверенитет. Возможно, такой отложенный, знаете, что они потом обратно вернутся и как бы нас снова захотят подмять. Вот это тоже надо иметь в виду. Как вот в случае с Худайбейским перемирием. Такое может быть. Ну вот поэтому должно быть тотальное поражение, чтобы они еще надолго... Не, брат, ты пойми, что когда ты говоришь про тотальное поражение, ты думаешь, что я против, что ли, этого? Нет, конечно, но надо понимать, что предпосылок к этому особо нет. И надо допускать, что его может и не быть, а скорее всего и не будет, прям тотального. А нам свобода все равно нужна. Нам она нужна вне зависимости от того, Россия там тотальное поражение получила или не тотальное. Нам в любом случае свобода нужна. И мы должны все возможности как бы использовать. Мы не можем сидеть и думать, вот, да, оставим это все. Если тотальное будет, тогда мы как бы начнем. Нет, в любой ситуации мы должны стремиться к ней. Вот как раз-таки Россия не терпела такого тотального поражения, не знаю, последние 200-300 лет или больше, может быть. Поэтому они такие шовинисты. Да и никогда, наверное, они в целом тотального поражения никогда, я думаю. От монголов потерпели, и они на 300 лет забыли про экспансию, знаешь. Вот такое Ну, я должно имею в случиться виду, еще. это все-таки не та Россия, которую мы сейчас знаем. А если брать ту Россию, это вот от Петра нужно смотреть, вот эту Россию, которую мы сегодня знаем, то в целом, да, такого прям тотального поражения, как в случае с Германией, мы, конечно, не видели. Но видишь, даже без этого тотального поражения другие поражения, как распад Советского Союза, например, привел к свободе многих других государств. Даже Латвия, Литва, Эстония сегодня свободные государства в результате вот этого поражения. Не тотального, но все же. И поэтому мы тоже можем этого добиться и без вот этого тотального поражения. Иншаллах. Просто еще не Ну, нужно... а Россия Давай. до сих пор, ну как это сказать, есть риск, что они попробуют опять-таки захватить эти страны именно из-за того, что они проиграли не настолько сильно именно в военном плане. Да, есть такой риск. Но он будет сохраняться. Донбасс. Когда Это всегда так будет, да? в 13 веке Киевская Русь, она, кстати, по сравнению с европейскими государствами, большое государство было, и они расширялись, можно сказать, тоже, но они очень-очень сильное поражение потерпели от монголов. И следующие где-то 250-300 лет они даже и не думали про экспансию. Я про это хочу сказать. Опять-таки, ты говоришь про какие-то идеальные вещи. Мы что, против? Мы-то не против, но
Как ты так приведешь к тотальному Нет, поражению ты... ядерную державу? Ну, если они не потерпят это поражение, тогда с ними разговаривать, какая-то дипломатия, она бессмысленная, я имею в виду. Ну почему? Ну, пример же вот, Литва, Латвия есть у тебя, Эстония. Без тотального поражения сегодня свободные страны. Мне кажется, еще не нужно забывать внутренний фактор, то, что произошло в Чечне, особенно в Грозном, в промежутке между первой и второй, когда заводской район, группировка своя, Октябрьский свой, Ленинский свой, и за счет этого они вторую выиграли, когда группировки там делали ставки на определенные группировки. Байсаров, Кантемиров, вот эти всякие. Внутренний фактор тоже нельзя забывать. Изнутри они победили, ну не победили, изнутри они ослабили Чечню, потом уже выиграли вторую войну. Там много факторов. Основной, да, они сумели нас разделить. Вот чтобы внутри там не разделились по группировкам, районам, там в каждом районе свой пост, своя группировка, и снутри они сделали ставку. Одних поддерживали против других, а потом всех убрали. Классический прием. Так и они в гражданскую войну в Душанбе сделали. Одну против других, а потом обоих убирали, и наверх всплывал их человек. Самый слабый, на которого вообще никто ставку не делал. Так, ладно, братья, давайте будем завершать. Мы сегодня провели чат дольше, чем я даже планировал, больше 4 часов. Уже 4 часа и почти 40 минут. Давайте на этом завершим. Увидимся, иншаллах, в эфире Ютуба в воскресенье. Ну а пока берегите себя и своих близких. Давайте. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.